Там-та-да-там, та-да-та-та-там. Ну ты понял. Чё там, где рогоносец? Здрасте, здрасте, здрасте. Не успели мы в эфир выйти, уже с ноги врываются прям в стрим. Чё-то. Спасибочки за поддержку. Сейчас отвечу. Максим, поздоровай. Так, да, я заглушку-то выключу. Я не понимаю, что пока происходит. У нас всякое происходит, по всей видимости. Так, господа, всем привет. Сегодня у нас на календарях вместо Максима 14 октября. Пятница, да? Я так понимаю. Да? Вроде бы пятница, да? Да, отлично. Стрим должен быть. Вчера я проспал, нахер, все как обычно. Максим мне звонил, но не добудился меня. Вот, совершенно никак. Давно я подходил вообще к этому Бранте. И сегодня вдруг внезапно мы решились на вот это вот все. Так, уведомления в Телеграме, в ВК прилетели. Вот там вот вверху прямо есть этот крику-код на наш Телеграм. Уведомления оперативно можно там получать. В том числе я периодически там свое ебло публикую. Там что-то из жизни говорю. Что, куда, как, почему. Вот, да. Короче, 5 площадочек. YouTube, ВКонтакте, Twitch. Good Game взад. Вот, на Троу пока не стримим. Короче, если кто знает, как общаться с Троу, напишите мне где-нибудь ВКонтакте. Потому что я его не очень могу победить. Вот, там слишком много всякой петушиной хуйни. Вот, и мне она не очень понятна. Максим что-то делает. Соски в тиски. Games. Two Games. Так, директор за так, по поводу... я так понял, это из этой Санта-Барбары, да? Та-да-та-да. Рогануть, да хуй знает, где-то, блядь, сытся в канаве под себя, блядь. Надеюсь, ответил на ваш вопрос. Итак, приветы поприветствовали. Сейчас будем начинать игру какую-нибудь новую. Максим, я так думаю, вообще не в курсе, да, что это за игра и с чем ее вообще нужно кушать. Да, вообще не в курсе, что там, куда там. Надо развернуть ее, а У то меня ой, у меня камера тут собаку. собака. Это стаут. Вот я надеюсь, ты мне не будешь загораживать какие-то сюжетные вещи, потому что ты меня так же, как в стриме, все перекрываешь. Что я такой большой? Не мог меня куда-нибудь нормально поставить, чтоб я не загораживал? А я не знаю, куда. Справа тоже будешь загораживать. Ну и как-то оно тоже неравномерно это все будет дело происходить. Ты бы мог меня поменьше сделать. Сжать. Сжатие. Так я по высоте делал так же, как этот. У меня надо срочно посмотреть. Кажется, ВК-трансляцию не туда определил. Я размер твоего подгонял под свой. Да-да-да, вот высоту камеры подгонял под свою высоту камеры. Это я себя еще обрезал. Не, я тебя могу, конечно, туда еще чуть правее подвинуть, чтобы ты тоже квадратиком таким был.
А что ты квадратик не сделал? Сейчас могу подвинуть. А что у меня сзади я там бегаю? Что? А вот. На сзади я бегал там. Куда ты? Выделенное сообщение в чате. Теперь вы можете отправить Попугаев. за попугаев выделенное сообщение в чат. Тем самым поддержать стрингера. Ага. Я не знаю. А эти попугаи, к слову, вообще ни хера Надо 300 абсолютно. попугаев для этого. А когда они сделают, блядь, чтобы эти попугаи давали хоть что-то, я не очень знаю. Они написали, ну, типа, мы работаем над этим. Над функционалом, куда их, чтобы их можно было куда-то там тратить, а куда их тратить, блядь. Вот раньше там в студии это самое была такая херня какая-то. То есть, типа, вывести стрим там на главную за миллион этих попугаев. Вот, а потом они что-то убрали эту херню, а у нас этих, блядь, попугаев там 10 тысяч, миллионов, миллиардов, блядь. Пернатых друзей. И что с ними теперь делать тоже? Вообще вот непонятно. Сразу. Так, я хотел... Меня, хватит меня трогать. Кейс. Где есть, да, у нас альтернативное название Гамгуна ту геймес. Так что, не знаю, ссылочку, может быть, потом озвучу, чтобы легче было искать гейские каналы. Так. Захват окна. Смотри, насколько тебя убирать-то. Ну, сейчас там через полчаса увижу. Вот так вот. Ну. Ты меня просто за экран пихаешь. Да. А мог это в OBS вот так вот сделать. Нет, Вот так вот. ты тогда скукожишься совсем. Ты думаешь, я не пробовал? Я пробовал. Ничего ты не пробовал. Сейчас я 3 года Ты, буду. блядь, 18 стальных колес не мог отзеркалить. Они так работают. Я что могу поделать? Там, ручкой вот такую кутяпку берешь мышку и хуяришь вручную, все правится. Я так не смог сделать. Они отказались работать. Да. Работать по этому поводу. Поэтому как бы хуй его знает. Что с этим делать и как с этим Вау! Давай еще раз. 7 синс, бля. Спасибо, Пук, я помню. Я 16 минут замонтировал. За 2 года, 3. Да. Я помню, я все помню. Так, ну чё, господа? В принципе, давайте начинать. Чтобы не запускать стрим, не уходить куда-то там курить, вот я это сразу на месте сделал, то как раньше это у нас все было, да? Я же говорю, не сканируй свой код. Это сканируется. Блин, Это смотри. не сканируется. Я в ОБС сканировал. Короче, нормально было. Короче, Вот. ну ты его Даже там... полный экран сделал, не сканируй. Ой, что ты увидел? Он Вот увидит. Полный экран увидел. Вот, короче, на полный экран открываете, сканируете курячий код и попадаете к нам в Телеграм. Вот, и ссылка есть в описании. Мы еще Discord возобновили сервер, так что ссылка там тоже в описании. Возобновили, да. Да, но новый Discord, новый сервер сделали, так что, если что, можно туда пойти. Так, новая игра. Жизнь и страдания господина Бранте в эпоху падения блаженной империи Аркнов. Так, игра у нас называется, да? Или Аркан? Не, Аркнов же. Короче, новая игра. Введите имя героя. Павлик. Не-не-не. Ремба. Рэмбро. Не. Каннибал.
Да? Не-не-не-не-не, знаешь как? Автандил. Нормальное имя, я считаю. Автандил Калашников не влазит. Ладно. Да я, правда, не знаю, автондил или ну, пускай будет автандил. Так. Уделите внимание выбору имени. Именно так к вам будут обращаться персонажи игры. Возврат к главам. Вы сможете возвращаться к началу любой пройденной вами главы и продолжать игру с любого места. Нет, у нас же в названии хардкор, правильно? Вы не можете возвращаться к предыдущим главам, чтобы переиграть свои решения. Вы проживете жизнь героя от начала до конца, принимая все ошибки и испытания судьбы. Как думаешь, сколько я так протяну? Я даже не знаю, прошлая игра. Кого там стрелять надо? Тут стрелять не надо, тут надо читать и делать выбор. Короче, это будет объемный стрим, по всей видимости. И я Там есть пошаговая боевка? Боевка? Как в Mortal Kombat первом. Нет, нету. Вот, и тут это типа текстовая ролевая игра. Вот. Придется много читать, и под конец стрима, мне кажется, я вообще напьюсь и не знаю, короче. И усну, да. Последствия открытые. Вы будете заранее видеть последствия для жизни героя, к которым приведет каждый выбор. Это рекомендованный режим игры. Вы сможете планировать и вести судьбу героя по нужному пути. Эту настройку можно будет изменить в меню в ходе игры. Но у нас же хардкор, поэтому ставим скрытый. Вы не будете заранее видеть последствия для жизни героя, к которым приведет каждый ваш выбор. Выберите эту опцию, если хотите узнавать результаты только после того, как вы их приняли. Вот, вот так пускай будет, да? Начать игру. В ваших руках судьба одного человека. Вы пройдете с ним всю его жизнь от рождения до смерти. Ваши решения определят, кем вырастет господин Бронте, какое место он займет в обществе и какой след оставит в истории. Помните, каждый поступок будет развивать персонажа в ту или иную сторону. Это закроет ему одни пути, но откроет другие. А надо что-то тыкнуть, или оно само пропадет? Уже проиграл. Я проиграл игре в меню выбора. Так, вот, да. В жестоком сословном мире, где суждено родиться господину Бронте, героем быть трудно. Будьте готовы, что ваш персонаж не всегда будет в силах справиться с испытаниями. Смелые поступки потребуют от вашего героя личных качеств и готовности пойти на жертвы. Часто вы не сможете сделать тот или иной выбор, потому что ранее избрали в жизни другую дорогу, исчерпали силы героя, не добились нужного положения в обществе. Победы будут даваться вам тяжело, вы придете к ним только через горькие поражения, драмы и потери. Примите их и создайте неповторимую трагическую судьбу вашего героя. Какими будут жизнь и страдания господина Бронте? Все зависит от вас. Понял? От тебя зависит. То есть вся игра такая будет? Ну, почти, да. Он сейчас... Черным экраном. Вся моя Вот, жизнь говорит. останется на этих страницах. Там заставка. Но судьба всегда была в моих руках. Знаю, Каждый но поступок, что- каждое решение, каждый человек в моей жизни сделали меня тем, кто я есть. Но мог ли я прожить жизнь иначе? Занять другое место в обществе? Изменить ход самой истории? И какой ценой? И все начав сначала. Жить, страдания господин Бронте в эпоху падения блаженной империи Аркнов. Часики песочные. Кружка. Конец времен. Пальцы с пачками чернилами. Чернилами. Дышать тяжело, руки трясутся, но на листе одно за другим появляются слова. Они складываются в летопись твоей жизни. Кто ты? Как ты пришел к такому концу? Как ты докатился до такой жизни, блядь? Кто ты такой?
Вот это вот что это вообще вот? А, это настройки. А вот это вот что? Это как? Я первый раз просто вообще вижу эту игру в глаза. Почти. Ты родился и прожил свою жизнь в блаженной Аркнийской империи. Здесь судьба каждого предоставлена с рождения. Человек или аркн, дворянин, священник или простолюдин. Над всеми царит божественная воля близнецов. И каждый крохотное звено во вселенском механизме. Отлично. Воспоминания приходят, накатывают волной, от которой не убежать. Заново связывают утраченное время воедино. Детские мечты, творчество, юность в столице, бурные мирные годы и кровопролитная война. Высокие посты и низкие поступки, роскошь дворцов, тайны. Мискузи. Тайны городских подворотен, поля сражений и лица каждого из близких, кто прошел с тобой этой дорогой. Далее. Чернила выплескивает всю твою жизнь на бумагу. Каждым шагом ты пытался изменить мир по своей воле. Как ты рос, какой путь избрал себе в молодости, какие деяния совершил, что принес в жертву. Все это привело тебя сюда, к концу твоих времен. У каждого решения всегда была цена, и спустя годы развилки судьбы отзываются в памяти то болью, то радостью. Мог ли ты прожить жизнь иначе? Вырасти другим человеком, занять иное место в обществе? В твоих силах было изменить ход самой истории. Восклицательно. Ну ладно, похуй. Сейчас на пороге смерти ты борешься с сомнениями, ищешь последний и самый важный ответ. Почему твой жизненный путь оказался именно таким? Была ли жизнь всегда в твоих руках? Или ей распоряжались иные силы? Кто же вершит судьбу человека? Кто вершит судьбу человека, блядь? Карл, кто? Сам человек. С самого рождения ты и только ты строил свою судьбу. Мир. Твой путь определили люди, события и общество, в котором ты жил. Высшие шилы. Шиншилы высшие, блядь. Силы. Судьбой человека управляют силы за пределами нашей воли. Судьбы нет. Никакой судьбы нет. Жизнь человека случайна и не подчинена никаким законам. Ну вот, скорее всего, наверное, это так. А ты как думаешь? Я вообще не понимаю, что происходит. Жизнью руководят шиншиллы. Вот, оно предлагает сейчас этого самого выбрать жизненную парадигму, я не знаю. Блять, опять этот Инстаграм, он нихуя не работает, зато уведомления ПКД просто присылает. Вот. Но вообще нет, я думаю, сам человек с самого рождения только ты строил свою судьбу. А причем ты же ролеплей играешь. Ролеплей. Значит, надо это. Сейчас надо глотнуть отважного напитка. Ваше здоровье, господа. Шаги смерти уже слышны, Павел. Да. Но ты расправляешь плечи и вдыхаешь полный грудью. Последний ответ найден, что есть судьба, если не длинная цепь твоих поступков и решений. Что бы ни случилось в жизни, у тебя всегда был выбор. Ты сам заслужил жизнь, которую прожил, и только тебе держать за нее ответ. Прав ли ты? В поисках истины тебе придется вернуться к самому началу. Вспомнить весь пройденный путь. История человека по имени Автандил Бранте, блядь. Вновь живет на твоих страницах, блядь. Автандил Бранте, класс. 0 лет. Это детство. Восстание чего там? Машин? Потом будет.
Глава раз. Детство. Надо куда-то нажать. Инка. А, да, надо на картинку нажать было. Начало жизни. 1118 год. А где это было написано? Сверху. А, вижу. От основания Рима. Вот я Начало жизни. я предпочитаю отсчитывать года от года основания Рима. Начало жизни, детство. Первые слова, робкие шаги. Ты еще так малый, только знакомишься с миром, в котором родился. Все вокруг новое, непонятное, беспощадное. Перед тобой простирается долгая и трудная жизнь, подвиги, поражения, судьбоносные решения еще впереди. Но уже первые поступки повлияют на становление личности. Ты учишься жить и выживать в этом мире, ищешь свое место, определяешь будущую участь. Кем ты вырастешь? Вот там Колян. Привет, Паша, привет, Максим. У меня отличные новости. Я получил пушкинскую карту, уже истратил 150 рублей, научился платить и купил билеты на фильм новый, он вышел 13 октября, называется Love Story. Что мама разрешила мне гулять, у меня будет 18+ в субботу. Кайф, да. Блин, поздравляю. Поздравляю, Колян, здорово, дорогой, добро пожаловать. Вот, на стрим господина Бранте. Я, правда, не очень понимаю, что такое это пушкинская карта, но все равно, наверное, прикольно. Максим? Вам слово. Кем ты вырастешь? Я тебе предлагаю читать какие-то фразы, там дальше будут. Кем ты вырастешь? Нет, людей. Людей. Каких? Пролог. Взросление. Вначале вас ждут 3 главы взросления: детство, отрочество и юность. В них вы построите личность героя, разовьете его качества, зададите отношения с окружающими. К концу пролога вы определите, какому сословию будет принадлежать ваш герой и какому делу он себя посвятит. Став взрослым, он сможет влиять на мир вокруг себя и на судьбу всей империи. Кем же вырастет Автандил Бранте? Решать вам. Класс. Можно в гильдию вступить, нет? Гильдию какую? Воров? Или... Воров. Воров? Воров. 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 Так, ой. Это магия? Почему тут ничего нельзя выбрать? Что такое? Куда? Что? Четкость 4. Четкость? Четкость чего? Посмотри, там мое ебло загоражено. Да нет, там вроде все видно. Начало жизни, детство. Первые слова, робкие шаги. Ты еще так мал и только знакомишься с миром, в котором родился, но уже первые поступки повлияют на становление твоей личности. Кем ты вырастешь? А куда тыкать-то? На череп. Зачем? По ту сторону? Он сразу. По ту сторону монеты. Клетка. По ту сторону клетки. Произвол. События личной жизни. Я угадал. Что? Я угадал. Еще в детстве ты переживешь свою первую смерть и перерождение. Урок фехтования. Ты осмеливаешься учиться фехтованию на шпагах вслед за своим отцом, хотя тебе это и не положено по рождению. Блять, а там да, ты там загораживаешь очень всякое. Блин, сейчас я тебя как-то поменьше могу сделать. Скупошь меня. Так мне же на экране здесь не видно. Скупошь. Вот Что ты сделал? я тебя убрал. Куда меня? Так, сейчас. Карман. Вот, все. Так, сейчас если... О, все, теперь видно. Нормально. Сейчас я тебя в OBS теперь заделаю тебе.
Всякое. Вот. Пониже. Так, альт. О, все нормально вроде, да? Во-во-во-во. О, четкость зашкаливает. Все. Ну, видал. Так. А чё черный полос оставил? Карта для молодежи от 14 до 22. По ней можно ходить бесплатно в кино, театры, музей, т.д. Но только определенные, где есть картинка Пушкина, и на афише деньги правительству начисляются каждый год. О, прикольно. Но нам... Даже мне не положено. Да, уже не дадут. Вот. Нам положено только, блядь, в армию сейчас. И все, больше. Больше никуда не положено. Всем сладанте. Больно. Сладанте. Так. Так, что там дальше? Минус это то, что их нельзя снять никак, только ходить на всякие мероприятия бесплатно. А магазин по ней можно сходить как-то? Пиво купить. Да, пиво купить, например. Так, образование. Озарение. Благодаря матушке к тебе приходит озарение о том, как устроено мировоззрение и каковы уделы его обитателей. Чуткость, не четкость. Максим, а чуткость? Ну, зря. Вот, да. Купил бы на пушечнице карту пива, стал бы четким пацанчиком. Играть с муравьями условия. Причастие... Обязательно условие. По всей видимости, так. Ты ел муравьев. Условие испытать первую смерть. Условие тренироваться с отцом. Ты пытаешься принять дворянский удел на притче части. Запас сил 0. Поцеловать меч. А можно я фехтование выберу? Это которые могут случиться в этой главе. Так, давай дальше. Твои личные качества в этом возрасте. От них зависит, какие поступки тебе будут доступны. Решительность безвольный, чуткость невнимательный. А можно повысить, левел апнуться там что-то? Как-то это как-то. Левел ап какой-нибудь. Делать небольшой. Запас твоих внутренних сил и число малых смертей, которые ты испытал. Эти качества даны тебе на всю жизнь. Запас сил чуть-чуть способен на поступок. Умереть в детстве, блядь. Нельзя, он Колян пишет. Умереть? Нельзя туда-сюда потратить ни на что только на... Не, ну мероприятие тоже прикольно же. Всякие эти. А можно сходить в музей пива? Вот, кстати, да, это ж музей. Не, ну там если Пушкин там есть. А что он там делает? Я не знаю. Ну, Колян, если Пушкин на афише есть, вот туда можно. Тогда, вот. Блять, прошло 40 минут, а мы даже нихуя не начали толком играть, блять. Так, вот. Разделы, открывающиеся в этой главе. Раздел судьбы теперь доступен. Раздел личность теперь доступен. Раздел дом теперь доступен. Раздел семья теперь доступен. Давай посмотрим, что такое раздел... вот он. Вот. Раздел судьбы. Это вот, типа, что ты можешь тут выбрать. Размер личности, блядь. Личности. Автандил Бранте, возраст 0 лет. В сословии простолюдин. Дело. Взросление. Смерти. Пока нет. Погибшего малой смертью ждет перерождение. Погибшего истинной смертью ждет суд близнецов. Четкость, решительный запас сил. И вот это вот все. Вот тут вот что-то не открывается. А там что? Куда назад? Блядь. А ты повелитель смерти станешь? Повелитель стихии, блядь, аватар. Так, дом Бранте. Репутация, запятнанная честь. Честь семьи, положение в высшем свете. Влияет на отношение дворянского общества к вашей семье.
Богатство, средний достаток, благосостояние вашей семьи, ваш достаток и владение. Единство, спокойствие. Близость и доверие внутри вашего семейства влияет на судьбу членов семьи. У меня игра закончится раньше. Все. Состояние дел в доме Бранте. Семья. Грегор Бранте. Глава семьи Бранте. Отношение -1. Равнодушие. Дворянин Мантии. Старший судья в префектуре города Анизотти. Первым в роду получил образование и заслужил благородный титул. Мечтает, чтобы семья получила потомственное дворянство меча. Жестокий и непримиримый хранитель древних порядков. Неустанно заботится о будущем рода. Даже если геморрой покупки билетов, их только покупать в электронном виде. Там нужно выбирать места после выбора, способ оплаты, ввести электронный адрес почты, номер, имя, фамилия, отчество. Заранее, я думаю, может, в кассе там можно прийти, типа. Максим, онлайн билеты в музей пива можно заказать? Я не знаю. Ща купим. Так, это дед Грегор Бранте. Амилия померла, что ли? Вон череп написан. Первая жена отца. Амалия Эльборн. Бёрн, сука, Бёрн. Дворянка меча. Истинная смерть. Равнодушие. Родная мать. Первая жена отца скончалась сразу после рождения Стефана. Родная мать Стефана умерла при родах. Она была дворянкой меча, сестрой высокопоставленного друга семьи Огюстина Эльборна. Их брак с твоим отцом был заключен усилиями деда. Об Амалии рассказывают, что она была яркой и волевой женщиной, гордившейся своим благородным происхождением. Отношения 0 равнодушно, правильно, она же померла, типа. Как бы, какие там отношения тогда у них должны быть? Вот ты... Чё-то я не вижу, чтобы можно было билет купить. Плохо. Отношения +2. То есть дегустационный зал. Дегустационный? Вот это вот туда надо. С Грегором Бранте... Ой, с Робертом Бранте. Симпатия, это отец. Дворянин Мантии, судья в префектуре города Анизотти. Вслед за... как пицца звучит, да? Знаете? Анизотти с анчоусом, блядь. С омномнасом. Дворянин Мантии, судья так, Анизотти, вслед за своим отцом Грегором Бранте дослужился до благородного звания и службы в префектуре. Трудится на посту судьи, не жалея себя ради благоденствия семьи, блядь. Второй брак отца с твоей матерью, простолюдинкой Лидией, поставил под удар дворянское будущее вашего рода. Деньги снимаются, тебе приходит письмо с номером билета, чек, скачиваешь архив с этим файлом, приходишь в кассу, показываешь билет в электронном виде, тебе дают обычный билет. О, как это все устроено. Нихера себе, до чего дошел? Прогресс, блин, да? Прям вообще. Мать +2. Лидия Бранте, простолюдинка, скромная мещанка из предместий Анизотти с сыром. Твой отец приютил ее, несмотря на низкое происхождение и прямой запрет твоего деда. Теперь она ведет домашнее хозяйство и воспитывает детей Роберта. Матушка отличается набожностью и рьяно требует от детей соблюдения уделов. Также можно распечатать, если есть штука, которая распечатывает, принтер. Если есть принтер, можно печатать на принтере. Стефан Бранте, брат, +1, равнодушие, +1 увлажнение. Сын Роберта Бранте от первого брака, получил право на дворянский удел по рождению. С ранних лет он стремится во всем быть первым и доказать это семье. Доказывать это. Автандил. Ты. Ты. Автандил. Так, короче. И Глория, сестра. Простолюдинка +1. Равнодушие. Незаконно рожденная дочь твоей матушки Лидии никогда не знала своего настоящего отца.
Ее положение в семье шатко. Роберт Бронте так и не признал ее как свою дочь. Мечтательная натура, порой сестра, витает в облаках и может вести себя легкомысленно. Шалюп. Вот такое вот семейство Баранданте. Оно рандомно или как? Кто? Нет, рандомно, да. Оно как-то так. Кто играет Максим? Не, раз я читаю вот это вот все, значит, играю же я. Вот. Ну, на прошлом стриме я играл, но ты на экране был. Да, у нас оно как-то так. Вот, и серьезность стрима можно понять по присутствию или отсутствию хромака. Если хромак отсутствует, значит, мы попиздить пришли. Если присутствует, значит, попиздить и поиграть. Заодно. Ну да, почему бы нет. Играй давай. О, тигра. Чё опять донейшн сломался, что ли, эй? Ходи, тигра. Вау! Давай еще раз. А мой донат? Да, спасибо за соточку, сейчас посмотрю. Скорее всего, донейшн сломался. Опять. Так. А, вижу. Заходи. Вижу. Ах, какой мужчина. Да, Максим у нас такой. Да, Максим? А у меня собачка есть. Собачку он выгуливает, сидит. Так, перед тем, как начать главу, я хотел бы на минуту отойти, буквально кое-что делать. Это быстро. Ну что же ты собрался там делать? Это буквально соседний кабинет. Да? А телефон там есть? Телефон для экстренных совещаний, да? Да. Так, Кто-то отошел? игры, другое. Вот, да, сейчас. Буквально минуточку. Я тут, кстати, начал это. Крышечки купить. Валюта. Звуки это. Мне скопились, надо было выбросить их. Куда-нибудь. Закинул, через год выкинул. Вообще я не понимаю, что за игра, что там делать. Ты еще так мал и только знакомишься с миром, в котором родился. Такие дела. Я знаю, что там дальше будет. Я думал, там, не знаю, как РПГ, там, вид сверху, изометрия. Можно там потыкать, он там побегал туда-сюда. Даже не представляю, что там делать. И как можно будет умереть. Рассказываешь, как ты прошел этот Car Mechanic симулятор или этот... Блядь, я забыл. Я забыл, как он называется. Май Сумеркар. Или обо что-то. Глиномес. А, глиномес? Я его, бля, пройду. Давно не играл, надо поиграть. Совсем давно? Не помню. Я показал вам, как крышки у меня тут валяется. Валюта. Валюта? Как крышками расплачиваешься? Купить. Так, я там ничего не пропустил. Сейчас я еще раз посмотрю. Я не знаю.
Блять, то может быть я пропустил, а может быть это донейшн просто не работает. Не, ну сейчас он не работал, а игру, видимо, я пропустил. А, это видимо, до того, наверное, как я стрим запустил. Потому что, да, это вот до директора завода было. Да, наверное, чуть раньше. Сейчас, значит, блядь, донейшн сломался. Опять. Ладно. Так. Буль, Сладанте, да, это было. Вроде нормально. У меня, кстати, со следующей недели в субботу каникулы 9 дней. А это типа осенние каникулы, что ли? Или весенние? Или что? Или кукой? Да не, пошли летние уже. Летние уже, так. Начать главу. Готовься умереть, блядь. Сука. Прям сразу, нахуй. Не было ничего, ни времени, ни чувства, только тьма и пустота. Чья-то воля вдохнула жизнь в небытие. Материя и дух пришли в движение. История начала свой ход. Ну это за звуки, блядь. Я, блядь, сам охуел. Сейчас просто. Ну кто тут? Под столом, блядь. Альма! Ты появился на свет. Осенний. Осенний. А сейчас, блядь, сколько сейчас этих каникул в школе? Что-то осенние, летние, зимние, весенние, междусезонные, блядь, там еще какие-то. Там они вообще... Когда вы учитесь вообще, я не понимаю. Люди. Знаешь, как перваки поступают. Ох, осенних каникул, не весенних. Ох, как жить. Ну как жить? Так? В армию идти? Блядь, сессию сдал, все, пиздуй, отдыхай. Твое первое воспоминание. Ты лежишь на спине, ослепленный ярким белым сиянием. Ты не один. Над тобой склонились гигантские фигуры твоих создателей. Ты их часть, они часть тебя. Между вами необъяснимая связь, крепкая, нерушимая. Они всегда будут следить, хранить, оберегать и увлажнять. Да. Каждый выдох дается болезненно. Ты выпускаешь боль в отчаянном крике. Создатели протягивают к тебе свои руки. Эти двое, те, по чьей воле ты пришел в этот мир, из кого ты сотворен. Они едины, но чем ближе они склоняются, тем яснее их различия. Ты уже чувствуешь, как они борются внутри тебя. Блять, шизофрения уже какое-то раздвоение личности, вот это вот все. Кстати, мы теперь помимо гимна каждый понедельник пишем билеты. 3 темы на один раз, но билет один. 3 темы за один раз, но билет один. Уже 2 билета выучили, осталось 36 билетов выучим. Потом, когда будет выпускной, будем повторять это все. Это типа, а чё это? Билет? Чё за билет у вас? ЕГЭ, что ли? Блядь, точно, сейчас же это. ЕГЭ там, все. Я настолько старый, то что у меня не было даже и понятия, даже это такого. Вот, поэтому я эту херню не застал. Первый силуэт мягкий, чувствительный, мудрый, милосердный. Его любовь окутывает тебя с ног до головы, будто вторая пеленка. От него исходит бесконечное тепло. Второй сильный, властный и благородный черный господин. Он Черный господин Бараданте. Бараданте, да. Автонил. Он строг и справедлив, укажет нужный путь, встанет на защиту, но не спустит с рук ни одного проступка.
Но есть и третья фигура, едва различимая. Подобно тени, она стоит позади, но от нее исходит биение непримиримой воли к жизни, той самой воли, что же зреет внутри тебя. Я офигею, за какую память надо иметь, чтобы когда был выпускной, вся информация, 36 билетов по труду. А чё, по труду экзамены, что ли, есть какие-то? Были бы такие экзамены, я бы их сдавал. Я не знаю, может сейчас что-то такое внедрили? Не, ну это ж прикольно. Когда ты учился, был же труд такой? Да, был труд. А вот сейчас такого нет, насколько я знаю. Домоводство сейчас есть, блядь. Не знаю, мы со скалки хуярили, там деревом работали. Ну, да, когда я учился, ну, вот у нас был труд, мы там на токарном станке там, блядь, херачили, все это там пилили, блядь, стругали, все вот это вот. А у девки там готовить учились, вот. Мы как-то эту кашу жрали там, там еще что-то, но они готовили. Вроде никто не отравился, блядь, насколько я помню. Каша неинтересно. Лучше больше захуярили. Была у тебя в голове, ты все рассказал. Это самое прямое. Если ты выучил на 3, тебе дадут справку, но там будет написано, что ты окончил школу, но не сдал экзамены. Чего в голове было? Блин, я не знаю, ну как-то учат же. Я не знаю, мы как-то сдавали все это дело. Но у нас, правда, не было ЕГЭ никаких. Тут главная проблема с ЕГЭ, то, что люди думают, что тебе надо билет все именно заучивать, а не знания. Как бы любой экзамен ты можешь сдать, если даже не учишь. Если ты знаешь что-то вообще о предмете, из головы все берешь и выкладываешь на лист. Вот А потом на докладе ты уже можешь это отрефлектировать в своей голове, как это будет прилично звучать. Ну, блин, да, тут надо знать, и вот проблема в школе и ЕГЭ вот сейчас в нынешнее время, в том, что, блядь, дети перестают как-то логически соображать там и все прочее, как-то мыслить. Потому что вот они четко, блядь, как вот информацию заучивают и все, а вот, блядь, просто заучивают, а ничего не откладывается. Лишь бы сдать. Так это, блядь, не знаю, надо как-то интересно. Ну, блядь, сдавали ж как-то все, это. И в школе, и в колледжах, и в институтах, и ничего, нормально, блядь. Ну, в институтах у тебя-то профильно идет. Ну да. А в школе проблема в том, что там весь спектр, блядь. А хотя там же выбираешь тоже, что сдавать, несколько предметов. Ну в институте у тебя же тоже это общее, как бы есть и высшая математика, вот это вот, блядь, и все прочее. Ну, это понятно. Ну, как и у гуманитариев вряд ли есть высшая математика. Ну, не знаю. Зачем им высшая математика? Им-то, наверное, и не надо. Даже я ее не помню. Я помню, знаешь, что у нас еще было? Это теория по физухе, блядь. Не знаю, нахуя? Как правильно бегать. Да. Но потом, правда, со второго курса эта теория по физподготовке сменилась этим чтением устава, блядь. Потому что, военная кафедра со второго курса началась, блядь. Я в Польше этого все... И практической уже частью. Физре как сдавал. Пришел один раз, получается, уже в армии сессии, там сессия идет, долги закрывали, он в футбол поиграл. Все закрыли. Так, что, перекур? Сделаем на месте. Прям. Ой. Ну, профильный предмет, там, блядь, по владельцам паяльника всякое, паяльником тыкать туда-сюда. Вот, на втором курсе это чисто монтажная практика была. На монтажниках учились. Вот смотри, что Колян пишет. По поводу предметов, сейчас есть новый предмет УПК, он появился недавно, в 2021 году.
Это очень полезный предмет для меня. Расшифровка ПК — основа православной культуры. А зачем? Тебе мало нашего божества Бахуса и Кокоси? Давай без крайностей, пожалуйста, Колян. Кстати, где он? Кося. Он же не поднимется. Блин, да он пиздец, он такой огромный стал, блядь, просто пиздец, блядь. Скоро ему тележку надо будет покупать. Он, блядь, меня сожрет нахуй скоро, блядь. Чтобы лапами только двигал и ехал. Он же, блядь, когти точит лежа, он к этой... на этажерку даже не запрыгивает, просто, блядь, рядом плюхается на бок и херачит лапами передними, блядь. Все. Правильно, попробуй подними такой. Почему, блядь, по православию только продают, говорю, преподают в этих, как у школы? Я не знаю, я считаю то, что, ну, блядь, человек как-то волен сам что-то выбирать там, во что верить, там, во что ему не верить. И... Не, согласен, может быть, типа, основы каких-то религий, может, и нужно преподавать, но не только вот это православие, а, ну, давайте все религии, чтобы хотя бы для расширения границ сознания, для мировоззрения и понимания вообще, что в мире существует, там, какие религии и все прочее. Основа всех религий — это философия дается. Ну. Вот. Я Там не- объясняют, для чего и зачем, откуда. Я не знаю, у меня не было философии. Ну, в школе тоже не было. А в школе, наверное, нет философии. Я что-то и в институте не припомню, чтобы у меня философия была. И в колледже тоже не было. Ну, в колледже было. Не, у меня не было. У нас экономика за каким-то хуем была, блядь. Ну, у нас экономика тоже. Ну, как бы обязательно. А этой, блядь, философии что-то не припомню. Может быть, у нас философа просто не было. Ну, блядь. А хорошо, что и, блядь, в институте тоже его не было. Потому что мы бы там с ним очень хорошо зафилософствовали под разными веществами, блядь. Автомат по получению. Да. Причем не в зачетку. В руки, блядь. Не, ну в руки-то мы их и так получили. Вот. Со второго курса, блядь. Не знаю, у нас неделю только вроде как военные сборы было в колледже. По итогу мы пошли это шашлыки жрать. Не, у нас это, ну, она как, ну, там сколько, получается, 5 лет, получается, институт, но я учился 4, потому что после колледжа, ну, типа, ускоренно, вот, и с второго курса военной кафедры, то есть 3 года, со второго по 4 курс, была, там, каждый это, раз в неделю, или 2 раза в неделю, я не помню. Вот, а потом в конце это 2 недели сбора. Принятие присяги, вот это. Точнее, дача присяги. Ты даешь присягу. Отдал? М? Отдал? Не отдал. Дал присягу. В руках с автоматом, бля. С этой красной книжицей, бля. Так что сейчас есть все шансы сходить, блядь. Отдать последний долг родине. Кому ты там нужен? Тебе хер разбудишь, там мотоцикл будет, ты, блядь, даже не проснешься. Да. Конец света, блядь. Весь мир в труху, а я дальше сплю, блядь. Так, идем дальше. Мягкая, раскрытая ладонь. Жесткий кулак, таящая вдали тень. Блядь. Затаившийся тигр, блядь. Или как он? Расфуфыренный фазан, или как там это было, блядь?
как крадущийся кокос. Что там? Как это называлось? Мягкая раскрытая ладонь. Окей, но все же для меня он полезный. Хочется пойти на легкую работу. Для меня два варианта: массажист или служитель в церкви. Для меня прекрасная профессия. А чё, в армию не хочешь сходить? Ну а что, в армию служителем церкви, чего бы нет? Да, там сейчас же есть эти попы, эти, как они? Есть. Типа... Блять, не болгарские, сука, как это? Болгарский. Ну, короче, причастие, блять, там при батальоне вот эти вот как космические, блядь, войска. Вот. Кстати, как вы относитесь к частице мобилизации, соберут даже... Отдадите жизнь за родину, если отмажетесь. Кстати, Республика Луганска, Донецк, Запорожье. Да, мы знаем, то, что присоединилась, да, это, как ко мне уже приходили, вот, но меня не застали. Вот, я был в военкомате, вот, мне сказали ждать. Вот, потому что когда нужен был, меня не застали. Вот, но младший сержант Козлов готов к выполнению боевых задач в любом случае. Вот, и рядовой Семьянов, я думаю, тоже. Ну, куда деться-то? Чего, как свою петух, что ли, бежать? В Казахстан. Или в Грузию. Хотя там он это... Ну, кстати, интересный факт, то, что это соевый барист в стране стало меньше. Чё, куда ее сделали? Соевые баристы. А. Это я придумал. Не знаю, как и на либерту глянешь, тут обязательно бариста, блядь. А если это либерал, то соевый. Соевый бариста, блядь. Кстати, им там вот прям на границе с Грузией повестки вручали, блядь. Типа нюхай. Ну да. Вот. Ну, жизнь за родину, ну там как уж получится. Если Если не хотите идти, косите, тогда вы хотя бы экономикой страны поддержите. Работает тут, ну да. живет тут. Либо... А что свалил и как бы что, пускай твоя страна проигрывает. Пускай экономика по пизде идет. Вот оно тут, блин, не можешь на передовой там где-то, там в армии другой работы полно, совершенно, блядь. Кто-то же должен и техникой заниматься, кто-то же должен и там да, и в госпиталях какое-то обслуживание производить, кто-то должен жрать готовить, кто-то должен там обмундирование готовить, ну дофига всего, блин. Если ты по какой-то причине не можешь бегать с автоматом, ну, блин, займись ты другой работой. Тебя найдут, чем занять. Вот. И жизнь отдавать, ну, за родину, за землю. Ты идешь воевать там не за какое-то мифическое вот это вот государство отвратительное, а в первую очередь за свою землю, за друзей, за родных, за любимых. Как бы. За это стоит. Как бы. Ты, блин... Ты должен отставить, чтобы вот эти вот всякие пидоры не пришли на твою землю. К твоим родным. Как бы вот, поэтому надо идти, поэтому стоит. Вот сейчас нас потом, блядь, всякие эти либерахи закидают говном после этого. Ну, пускай. Можно, но я боюсь, что меня заберут на войну, а мне умирать не хочется. Срочников не берут туда сейчас. Ну, не брали. Я тебе открою такой секрет, даже в Украине срочников туда не отправляют. Вот. Так что можешь не переживать, Колян, по этому поводу. Тем более после срочки ты несколько месяцев не можешь быть мобилизован. Вот, а за эти несколько месяцев, может, сейчас все и закончится уже зимой. Может быть. Мы этого точно не знаем. Хотелось бы верить, наверное. Да. Но верится с трудом, да. Плакат у меня I want to believe с летающей тарелкой висит. Очень хочется обзавестись семьей и детьми, а также хочется продолжить развивать свою творческую поэзию. Хочется также в будущем стать профессиональным поэтом. Кстати, в Москве и Санкт-Петербурге беспредел, полицейские в гражданской одежде людей насильно тащат в военкомат и дают
повести. Люди обратились в Следственный кабинет РФ, будут разбираться. Если это подтвердится, то будет наказание по всей строгости. Да, очень вряд ли, чтоб тебя прям вытаскивали куда-то, блядь, ловили. Если б так, то там уже с границы всех бы за шиворот волокли в военкоматы. Так-то нормально должно. Так. Короче, нужно выбрать. Потянуться к ладони. Ты хватаешь за палец первую фигуру. Потянуться к кулаку. Ты кладешь ладонь на кулак второй фигуры. Улыбнуться тень. Ты... Да. Так, короче, давай к кулаку. Потянемся, да. Моя ладонь превратилась в кулак. Итак, напоминаю, последствий мы не видим никаких. Это хардкор. Короче, я помер. Последствия он что покажет? И выбрав этот вариант, вы сдохнете. Так что... Ну да, там, если последствия открыты, ты типа будешь видеть, к чему это приведет. А в чем прикол тогда играть? Ну вот тогда не знаю. Да, вот мы по хардкору херачим. Это теперь-то хардкор называется, да? Да. Кулак жесткий, шершавый, даже неприятный, но это твердая рука отца. Ты беззащитен рядом с ним. Крохотный ребенок перед взрослым мужчиной. Твоя рука как будто бросает вызов ему и его силе. Он принимает его. Ту-ту-ту-ту. Решительность. Безвольный все равно. Плюс один. Кулак отца раскрывается и гладит твою ладошку. Такую неуклюжую, но искреннюю нежность он позволит себе еще не скоро. Появление на свет. Год 1118. Ты пришел в этот мир. Какую жизнь ты проживешь в нем? В нем? В нем. Об нем. Огнем. Год... Того, через час мы родились. Да. Я родился. Час, наверное, даже больше часа прошло. В порядке. С каждым днем ты различаешь родителей все лучше. Отца ты узнаешь по тяжелому дыханию и холодным сильным рукам. Он приходит к тебе редко. Но метко, по всей видимости, заходит. Ой, какие у нас шутки. Про детей. Они же мягкие. Роберт Бараданте. Ну, здравствуй, Автандил, младший из рода Франте. Блин, ну нормальное имя, я считаю, правильно же? Есть видео, сегодня видел в Ютубе, там еще мужа тащить начал мужчина. Женщина спросила, что вы делаете. Мужчина отвечает: военкомат забираю вашего мужа, идите своей дорогой. Ну, во-первых, ну, они должны повестку тебе всучить под роспись, и в этот же день тебя никто не потащит. Тебе там на следующий день, либо там через 2 дня. Вот. Некая. Она ему ответила, что даже повестку не присылали, и прям мужчину вели с вокзала. Да быть не может такого. Не, ну прецеденты по-любому есть всякие, я ни в коем случае не оправдываю. Вот такое. Вот, но это прям... Они ее не присылают вообще. Они как бы тебе под роспись ее дают. Вот. То есть ты ее нигде никак не можешь... То есть если, допустим, просто она у тебя в двери будет или в почтовом ящике, ты можешь по ней не ходить никуда, потому что она не под роспись. Тебе может либо вот лично вручить ее сотрудник военкомата, либо тебе на работе ее в отделе кадров под роспись выдадут, потому что работодатель обязан сотрудничать с этим, со всякими органами. А, еще на почте тоже могут. Да, это я недавно прочитал. Пойдешь за посылкой, а тебе еще путевку выдадут. Не уедешь в Украину. А как в Украину? В Россию уже? Да, в Россию. Ну, он сколько земли-то это украинцы заняли наши. Колян, это знаешь, это может быть в том числе и фейк, абсолютный, типа, дискредитация просто.
информационная война, как эти вот, блядь, укропии вот эти вот ебучие, всякую хуйню. Их ЦПСО работает охуенно причем. Просто пудрят мозги, так что советую читать и поменьше читать, да, и верить во всякую их хрень. Вот что я могу сказать из реального? Сейчас, короче, людям звонят из военкомата, да. Типа, приходи, мы тебе звонить новую присылать будем. Перед отправкой. Ну, они типа говорят, вот, звание там, старшина, прапорщик. Прапорщик. На прапорщика нужно это, блядь, там по прапорщицкую школу пройти, между Ну, у прочим. тебя же звание младший сержант, тебе это могут прапорщика сейчас дать. Ну, могут, только мне еще доучиться же надо. На Ну, без учебы. А это как Ну, так-то? у тебя же есть профильное образование какое-нибудь. Всё. Ты же сварщик, будешь прапорщик сварки. Так, у меня еще и 600-е вуз, по идее. Это оператор ЭВМ в ЭВТ. Вот, программист, прапорщик. По вышке же. Не, ну это не обязательно, это могут быть, наверное, дроны, беспилотники всякие вот эти с этой штукой. У меня вот ремонт. Сейчас будем призовут дроны, пойдем ремонтировать. Да. Я буду их ломать, а Максим будет их, блядь, паять. Так, младший Автандил Бранте. Нежный голос матушки рядом и днем, и ночью. Лидия Бранте, давай, Максим, ты будешь за Лидию Браданте. А где она? Вот. Нежный голос матушки. О, я увидел. Сейчас, погодь. А и какой у нее голос? Я не знаю, тут без звука. Тут озвучки нет. Быстро растешь, малыш. Малыш, ты меня волнуешь. В семье есть еще двое маленьких людей. Их зовут Стефан и Глория. Глория поет тебе песни. Махатма Ганди Циклона. Кот Леопольд Педик. Лето и арбалетный. Глория поет тебе песни, любит наряжать тебя в тесные одежды. О, господи. Ой, бля. И аккуратно держит... Где? У Панина? Тесная одежда аккуратно держит твои ручки, помогает делать первые шаги. Стефан же обычно хватает тебя на руки, щипает и подкидывает. Лидия Бранте. Лидия Бранте. Да, его появился. Смотри, это твои брат и сестра. Сестра, блядь. Да, ты мой... Стефан Бранте. Да, ты мой братик, я буду с тобой играть. Только я всегда буду главнее, потому что ты простолюдином родился. Глория. Перестань ты, он еще ничего не понимает, малыш Автандил. Пойдем лучше играть во двор. Видишь, как все сестры норм. Ой, там посмурнеет, кажется. На улице жарко, две руки... В смысле жарко? Вот это вот, блядь, жарко? Вообще кусок молнии или что это? Портал какой-то. На улице жарко, две руки. Одна брата, другая сестры. Помогает тебе спуститься по оргазмам... По оргазмам... Помогает тебе... По оргазму. Блять. Помогает тебе, бискузи. Помогает тебе спуститься по огромным каменным ступеням. Ты плюхаешься на землю и начинаешь водить ладошками по траве. Редкие травинки щекочут пальцы. Вдали небо разрезает огромная полоса белого света, слишком яркая, чтобы на нее смотреть. Стефан Бранте. Что? Да сияющий столб уставился? Наглядишься еще. Эй, я хочу играть в прятки. Глория. Он же совсем маленький. Я
Как ему играть с нами? Вот ты его и спрячь, я буду вас обоих ловить. Ты не знаешь, ты не знаешь, о чем они, но издаешь радостные звуки. Блять. Как доктор Зойберг, блять. Что-то интересное происходит. Стефан и Глория переглядываются. Затем твой брат отходит к большому дереву, закрывает глаза и начинает что-то громко выкрикивать. Глория же берет тебя за ручку и трогает себя и ведет за собой по двору. Сестра заводит тебя за густые кусты у высокой сцены. Что-то инцестом попахивает каким-то, блядь. Инцест, там мелкий еще. Ой. Свет от небесной полосы еле проникает сюда. На земле ползают черные жучки. Дом отсюда не видно. Глория сажает тебя на землю. Зачем-то подносит палец к губам. Исчезает. Какой пиздец. Противный. Голос Стефана затих. Глории нигде не видно. Тебе становится холодно. Жучки не хотят играть. Ты сидишь здесь уже очень долго. Совсем один. Никто за тобой не приходит. Они забыли о тебе. Бросили тебя. Сидеть и ждать. Громко заплакать. Ты начинаешь плакать в надежде, что тебя найдут. Искать дом. Ты встаешь и начинаешь пробираться через кусты в поисках дома. Сидеть и ждать. Ты занимаешь себя игрой с листочками, ветками и жучками. Вот тут может быть разное. Сейчас он будет сидеть и ждать и сдохнет. Пойдет искать и сдохнет, блядь. Громко заплачь. Да. Вот это вот, блядь. Очень прямо. Не знаю, чё делать будем? Вот я тоже вот думаю, чё будем делать? Сидеть и ждать или искать идти дом? Не знаю. Сиди, жди. Давай, сидеть и ждать. Ну, сестра ж не должна же бросить, она же хотела там это туда-сюда. Сейчас хуяк и помер, блядь. Ветер шевелит листья на кустах. Ты проводишь по ним пальчиками. Ветки сильные и совсем не гнутся. Не то что травинки, а по земле жуки тащат какую-то палочку. Ты выдергиваешь у них прутик. Смешно. А потом они отгрызут тебе хуй, блядь. Один из жучков пробегает по пальцу и легонько кусает его. Ну все, пизда тебе, пиздюк ебаный, блядь. Быстрые шаги, шелест листьев, ветки раздвигаются. Над тобой склоняется матушка. Ты радостно ее приветствуешь и показываешь палец с жуком. Лидия Бараданте. Так. Вот куда они тебя запрятали, шалунишка. Да. Лунная клизма, дай мне силу, блядь. Вот это вот всё. А? Клизма? А там не так было разве? Матушка берет Не тебя... знаю. Матушка... Ну, это, видимо, какой-то другой мультик. Матушка берет тебя за руки и гладит по голове. За ней виновато стоят твои брат и сестра. Глория заплакана. Стефан недовольно смотрит в землю. Ты обнимаешь матушку еще крепче. Она рядом. Чуткость! Надо же, не помер. А вот если пошел искать, наверное, провалился бы в какое-нибудь говно. И сдох, блядь.
невнимательный все равно. Твое внимание к миру и людям вокруг, умение воспринимать и учиться повлияет на твой склад ума и способность во взрослой жизни. Год 11-20. 1К20. Нисхождение. Еще одно воспоминание. Ты все еще малыш, но уже умеешь говорить и сам бегаешь по комнатам. Сегодня необычный день. Отец ходит по дому и отдает распоряжение прислуге. На кухне весь день кипит работа. Зажигаются свечи, мрачные и молчаливые. Приготовления повсюду. Даже старший брат Стефан притих. Матушка подводит тебя за руку к твоей сестре героине, блядь. Героину. Глория. Лидия Браданте. Ох, нихуя себе. Сын, сегодня мы отмечаем нисхождение. Это день, когда нам спустились наши боги, близнецы. Мы должны чтить это время и показывать богам свою покорность. Ты еще мал, поэтому просто слушайся во всем свою сестру. Сестра. Сестры Вачковские. Вачленские. Глория уводит тебя в детскую. Из нее убраны все игрушки, стулья, даже ковер. Остался только голый деревянный пол. Теперь ты будешь жить тут. А в другие комнаты нам с тобой сегодня не велено. И есть будем похлебку и черствый хлеб. Сегодня нисхождение. Все люди должны быть там, где им положено по рождению. Он, блядь, в подвале, что ли, положено, блядь? С куском горбушки и с водой. Непривычно тихо. Только из-за двери доносятся приглушенные голоса. Раздался гром! И ветер тучи нагоняя. Ты потерянно сидишь на холодном полу, не зная, чем себя занять. В пустынной комнате одиноко звучит голос сестры. Ты прислушиваешься, затаив дыхание. Это песенка, которую сестру научила матушка. Блять, это петь, что ли, надо? Близнецы, блять. Я не знаю, как это... Миры приходили, нам уделы подарили. Не, ну как голос? Близнецы в наш мир приходили, нам уделы подарили. Их немного, раз, два, три, четыре. Все за мной повтори. Есть удел до дворянина, править доблестью и силой. Двустороннюю видит суть, их удел наставить в путь, а простых людей удел, чтоб работал и терпел. Кто уделы соблюдает, после смерти не страдает. Вот тебе, малыш, сосет. Что ж такое-то, блядь, сегодня происходит? Вот тебе, малыш, совет. Знай удел своих с малых лет. Спалибо, говорю. Спасибо, Колян, что зашел. Приходи, там на днях что-нибудь еще сделаем. Вот, доброй ночи. Вот, спокойного этого самого и того самого. Вот. Не забываем про Луксы, там где-нибудь на Ютубе, во ВКонтактах и во всем прочем. Вот, и вот там Телеграм есть. Вот. Курячий кот на Телеграм. Можно это самое отсканировать его, и ссылка в описании на Телеграм тоже есть. Вот, можно подписаться, там анонсы и всякая штука из жизни. Глория замечает твой завороженный взгляд. На ее лице появляется улыбка. Нравится стишок, Автандил. А ты хоть понимаешь, про что он? Даже я, сука, я сам не понял, про что.
Вот смотри, есть 3 удела. Их дали сами близнецы, когда спустились к нам с сияющего столпа. Видел белую полосу на небе? Сука, героиновая наркоманка, блядь. Это он. Сияющий столб. Видно всегда, это отовсюду. Чё, блядь, за инквизиция нахуй началась, блядь, вот это вот. Драконовская кость, блядь. Кто следует своему делу, тот попадает на самую вершину сияющего столпа. А кто нет, тот будет вечно мучиться у его подножья, блядь. Наркоманка, алкашиха, блядь. У меня какая-то получается из нее. Такая Срочно меняй голос. пидовка. Вот мы с тобой родились простолюдинами, и матушка наша тоже из простых. Наш с тобой удел страдать, терпеть и упорно трудиться. Ясно тебе? А у дворян и у священников удел совсем другие. Дворяне сами правят, сражаются. Про священников я сама не знаю, не очень знаю. Но они разговаривают с близнецами и потом учат остальных. Ёпта. Глория глядит на тебя. Понимаешь ли ты что-нибудь? Затем качает головой и продолжает запевать песенку. Голос сестры не замолкает, завораживает, притягивает. Комнату озаряет небесный свет. Из него возникают 2 фигуры, знакомые тебе с рождения. Одна обнимает плечи сестры, вторая встает на защиту за ее спиной. Ты не в силах отвести взгляд от этой картины. Глория, ничего не замечая, чуть покачивается в такт песни и снова поет последние строки. Вот тебе, малыш, совет. Волшебная картина перед твоим взором рождает непреодолимое желание взорвать себя, блядь, выразить себя, блядь. Что за херь, блядь? Внутри тебя тоже загораются слова, но какие? Повторить строку. Ты присоединяешься к песне и повторяешь последнюю строку. Исковеркать строку. Вместо последней строки ты прикрикиваешь свои выдуманные слова. Ну давай повторим. Не знаю. Ты тупой или умный? Вот тебе помер, что ли? Сколько у тебя единиц интеллекта? Да. Вот тебе, балыш, совет. Знай удел свой с малых лет. Ты вторишь сестре. Глория удивленно поднимает на тебя глаза и кивает. 2 светящиеся фигуры за спиной сестры поворачиваются к тебе. Их пристальный взгляд словно проникает вглубь тебя, ощущает тебя с головы до ног. Затем они растворяются в тусклом свете окна. Глория оглядывается. Саспенс, блядь. Ты что-то увидел, Автандил? Ты мотаешь головой. Все уже случилось. Заинтересованная чуткость. Блять, как же это долго. Детство. Смотри, еще 3 года прошло. Хуйня-то какая. Год 1121. Весна происхождения. Ты стал больше понимать, о чем говорят взрослые. Твоя семья необычная. Отец — благородный дворянин. Но не по рождению он заслужил титул на важной службе, а вот матушка из низкого сословия. Из-за этого ты рожден простолюдином. Но отец говорит, что со временем ты тоже сможешь стать благородным. Тебя рано учат читать. Вместе с матушкой вы запоминаете стихи про божественных близнецов, живущих на сияющем столпе. Гильдия какая-то, только текстовая. Какая гильдия? В стратегии есть такая гильдия. А, что-то помню, это Гуилд, который... Да. Я Гуилд. Я в какую-то играл, не помню в какую. Еще 3 вышла. 7-я. Нет, 3 только А это Сетлер 7 выходила? 7-й гейм Герои Меча и Магии выходили. Да. Матушка называет эти стихи молитвами.
Временами ты пытаешься разглядеть богов в полосе небесного света, сияющие над вами днем и ночью, но это сияние только слепит тебя. Самая большая радость — ступеньки перестают быть непреодолимыми. Заживала кассету, блядь. Да, мяу. Быть непреодолимым препятствием теперь... Да. Теперь... Засели батарейки. Как на плеере, да. Вот это вот все начинает тянуться. Теперь ты сам по ним ходишь, а иногда даже прыгаешь. Отец велел тебе быть осторожным и не залезать слишком высоко. Но даже все время падая, блять, я не успел дочитать, я нажал случайно кнопку, да и хуй с ним. Старший старший брат Стефан все же играет с тобой и Глорией. Стефан говорит, что будущему дворянину не положено возиться с простолюдинами. Глория за это дразнит Стефана, а тот в ответ таскает ее за косы. Одним вечером отец собирает вас в гостиной, и скоро у вас будет братик или сестренка. От кого? У сестры? От Автандила? Что? Глория просит сестренку. Одни мальчишки дома надоели. Стефан сердится, ему уже хватает малышей под ногами. Получается, скоро и ты станешь старшим братом. А кому, неважно. Ты будешь любить младшего больше всех. Когда отец возвращается домой из поездок, он иногда читает тебе свои взрослые книги. Тебя захватывают истории о войнах, полководцах и восстаниях. Отец одобряет твои увлечения. Роберт Бронте. Если будешь упорно учиться, сможешь, как и я, стать дворянином. Получишь шпагу. Получишь шпагу, блядь. За щеку. Кожаная шпага. Кожаная шпага, да. Но сперва тебе нужно повзрослеть. Какой пугающий... Хули твой брат-то уёбывается, он охуел, что ли? Надо ему пизды дать. Да. Какое пугающее и приятное слово. Взросление. О, мы что, детство прошли? Нет, еще кому-то пизды дали. О, хорошо. Ты рассматриваешь ковер под ногами. Странное чувство. Стыдишься и гордишься собой одновременно. Рука чуть саднит. Рядом носом шмыгает Стефан. Брат занимался в дворе с деревянным мечом, а ты хотел играть вместе с ним. Брат в конце концов рассердился и бросил в тебя мечом. Палка больно стукнула тебя по руке. Ты поднял ее, подошел и ударил в ответ. О, заебись. Хуем по лбу, да? Кожаным мечом. Почему нет? Такой мелкий, а уже он махает. Ну. По ковру со стороны в стороны ходят матушкины ноги в домашних туфлях. Ты не поднимаешь головы, чтобы не увидеть ее гнев. Она уже не так ласкова к тебе, как раньше. Лидия Бараданте. Да. Почему ты поднял руку на Стефана? Автандил. Почему ты поднял хуй на него, блядь? Ты сбивчиво отвечаешь, брат начал первым, ты всего лишь отвечал тем же. Стефан Бронте. Ты какое он право имеет вообще мне надоедать? Вот вырасту, отлуплю тебя настоящим мечом. Матушка пресекает ваш спор. Но когда она обращается к тебе, в ее суровом голосе все равно слышна забота. Лидия Бараданте. Руку бери. Убрал? Да. Суровый голос, да. Даже если ты... Легкой выплюнул, блядь. Курит мать, хули. Даже если ты, Стефан, ударил первым, тебе не положено отвечать. Ты мой сын, а я из простого сословия.
Нам с тобой уготованы страдания, а у твоего брата оба родителей дворяне. Скоро он пройдет причастие и будет править такими, как мы. Причаститься к этому всему. Дальше Лидия Бороданте же. Те, кто поднимает руку на дворян, получают наказание. Таков твой удел. Чем раньше ты научишься этому, тем лучше для всей семьи, мать твою. Мать твою, ублюдок мелкий, иди сюда, бля. Бля, можно как-то вырезать это в озвучку для игры сделать, блядь? Русский бубляж, блядь. Бубляж? Бубляж. Стефан торжествующе смотрит на тебя. Ты в тревоге смотришь на матушку, не зная, как поступить. Смириться с наказанием. Открывает что-то. Верю в ту сторону. Мой мир. Ты признаешь свою вину и говоришь матушке, что готов принять наказание. Запас сил 0. Сейчас 0. Вот, хватит. Отрицать свою вину. Это не я бил его. Да. Ты продолжаешь стоять на том, что невиновен и не примешь наказание. Потребовать объяснений. Ты потребуешь от матушки, чтобы тебе объяснили, почему все устроено именно так. Чё, узнаем? Почему все, блядь, сука, Не знаю. так устроено? Если он, сука, сам в меня мечом кинул, в Автандила, вернее. Вот, а Автандил въебал ему в ответ. А почему, зачем наказывать-то тогда? Что, будем бунтаря играть, что ли? Ну а чё нет? Давай тогда требуй объяснений. Еще пизды получил, там звук такой был. Или вот так вот, блядь. Удел страдать. Почему ты родился в простом сословии, твой отец дворянин? Ты носишь фамилию отца. Так почему у тебя не его удел? И почему человек не может сам себе выбрать удел? Какой ему больше нравится? Матушка ошеломлена градом твоих вопросов. Лидия Бороданте. 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 Не смей спрашивать меня об этом, Автандил. А если я начну наставлять тебя, свой удел нарушу я. Ведь я тебе не священник, простолюдинка. Я. Простолюдинка. 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 Людинко. Опять там такой. Кать! Хуя себе, секирой, что ли, блядь? Тебя секут розгами на глазах у всей семьи, блядь. Кажется, ему пизда, блядь, просто сейчас. Боль раз за разом обжигает кожу, по щекам катятся слезы. Кажется, наказание никогда не прекратится. Когда тебя наконец отпускают идти, больно, все саднит. Ты медленно поднимаешься к себе в комнату. На кровати лежит книга «Учение Изатиса», том 2. Слезы успели высохнуть. Ты принимаешься читать, продираясь через мудреные слова. Каждая смерть тела приближает душу к суду близнецов. Когда тело погибает истинной смертью, душа летит к сияющему столпу. Боги судят каждую душу, суд их будет строг и безжалостен. Тот, кто следовал своему делу, данному с рождения, растворится блаженцы вершины сияющего столпа. Чуткость +1, заинтересованный. А до каких там? Любознательный, а 7-10 я не вижу, там ты у меня. Что я там делаю? Сидишь, калянишь и пьешь там собаку. Прозорливый. Прозорливый. Там прозорливый было? Че я собаку делал? Пьешь. Выпил собаку. Я подумал, что собаку ему, я же
Слова кто? Кац? Кац? Или Панин? Нет, как кац ебет собак. Ты что, не знал, что ли? Нет. Слова... Будешь знать. Я не знаю, кто такой Кац, блядь. Либер, да. Слова путают и скользят от тебя, но порождают ужасы и благоговение. Пока ты взрослеешь, шлюшеешь. Пока ты взрослеешь, к этой загадочной книге предстоит вернуться еще не раз. Бунтарь. Стихи Глории. Матушка все чаще остается одна в своих покоях. С каждым днем она становится тяжелее и круглее. В смысле круглее? Ее трудно катить. Ей трудно ходить, блядь. Что за... Игра! Не сбивай меня, блядь. Но вместе с тем с ее лица не сходит улыбка. Она кладет твои ладошки на свой большой живот. Она же это, как забеременела. Круглая. Да, круглая. Прикатить. Как круглая катить. Или как в армии. Как квадратная катить, круглая таскать. Нормально. А? Нормально. Да. Ты чувствуешь шевеление где-то там, внутри. Скоро у тебя будет еще один братик или сестричка. Историчка. Вместо матери... На кого ставишь? На сестричку или на братика? Может что-то некое? Нет. Как это? Родила царица в дочь, нету сына, нету дочь. Не там это, как его? Не хлопушку, а неведомую зверушку. Или как там был-то? Вместо матери теперь с тобой ходит сестра Глория. Вы гуляете по двору в вечернем свете сияющего столпа. Она поет тебе песни и рассказывает удивительные истории. Глория. Автандил, а хочешь прочитать тебе стихи? Я сама написала. Там и про тебя есть. Только никому не говори, сочинять удел дворян. Если матушка узнает, меня выпарит, как тебя за драку. Какая-то, блядь, героиновая проститутка просто, блядь. Нормально, девка. Стихи пишет, там у тебя защищает. Ощущает увлажнение, блядь. Мой второй отец судья. Первого не знаю я. Матушка твердит себе о сияющем столпе. Братец скачет трам-пам-пам. Сука. Как собачка по пятам. Ну а я стихи пишу, ты об этом не шушу, блядь. Чё за пиздец? Сколько, подожди, а сколько ей по сюжету лет? Я не знаю. Что-то не написали. Там, подожди, там где-то семья была. Где это? Лидия Бороданте. Не, вот, Глория. А где можно посмотреть, какой год от основания Рима у нее? Глория. Ни хера не написано. Понимаешь? Как бы хоть понять не было. Сколько лет. Получается, у Глории сестра не от Бороданте. А от кого? Ну, это. От другого какого-то. Не, вот, от Роберта. Нет, это... От Роберта это ты. И это Глория... Стефан. Нет, от Роберта и вот этой Лидии как раз Автандил. Ну... А вот от Амалии Роберта Стефан, а это вообще какая-то пришлюшилась где-то. Этот... Взял с прицепом. Ну да, типа того. Сегодня ты нигде не можешь найти сестру. Она давно обещала сводить тебя на старый пруд, где живут красные лягушки. Обещала и куда-то запропастилась. К твоим поискам присоединяются слуги. На шум из покоев выходит матушка. Глория находит в отдаленном уголке сада. В ее руках перо и листы, написанные стихами.
Матушка не на шутку рассержена. Пока она пробегает глазами по листам, ее лицо темнеет от злости. Глория заламывает пальцы. Сестре хочется убежать, но, кажется, спасения нигде нет. Лидия Бороданте. Ой, ну она вообще мелкая. Ну смотри. Ну тогда это все объясняет. Всю вот эту залупу, блядь, написанную. Лидия Бороданте. Пам-парам-пам. Лидия Бороданте. Что ты? Понял я. Глория, что это за выходка? Мы же об этом говорили. Тебе нужно следить за младшим братом. Не смей даже думать ни о каком сочинительстве. 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 Матушка, я могу сама решить, что мне делать. Лидия Бороданте. Нет, не можешь. Я за тебя. Ой. Нет, не может. За тебя решено богами. О, богами. Богами. Богами, маме. Богама мама. Братик уже не маленький. Ну, бля, на дерево залез, конечно, не маленький. ёбан. Ему не нужна нянька. А мне хочется иногда побыть одной. Придумать что-нибудь свое. Поставиться. Я же никому не мешаю. Я 6 лет всего, Паш. Че, лол, эту зажигалку под ложкой подержать? Она же у нас такая получается, судя по всему. Лидия Бороданте. Да, я. Ты простолюдинка и будущая хозяйка. Пора учиться следить за детьми. Дорогуша, Вот если бы твой бесчестный отец оставил меня при себе, могла бы и стать дворянкой. А так надеяться тебе ни на что. И марать бумага я тебе запрещаю. Дожили, блядь. Санкционочка, что ли? Бумаги жалко, блядь. А чё, отец тут не очень получается, что ли? Ну так ее же отец. Нет его. Ой, Отбрюхатил и бросил. ой, Роберт, он с прицепом взял. Еще своего зовет. я где-то проебался? Так. Братик уже не маленький. Да, Да. так, сейчас. Так, надеяться на тебя не... А, да, вот, бумагу я тебе запрещаю. Да, все, я думал, перечокнул дальше. Матушка крепко хватает Глорию за руку и ведет вас за собой в дом. Там она швыряет исписанные листы в камин. Глория рыдает. Ты наблюдаешь за этим, думая, как поступить. Пожаловаться на сестру. Ты жалуешься матушке, что Глория слишком часто оставляет тебя одного. Реши... оно закрыто. Так нельзя. У него решительности недостаточно. Ну хуй знает, где она тебя оставила. Предложить писать стихи вместе. Условия выполнены. Чуткость сейчас 3. Ты тайно зовешь сестру сочинять стихи. Утешить сестру. Ты успокаиваешь Глорию и говоришь ей, что матушка не права. Покинут комнату, ты молча сбегаешь от этой ссоры к себе в комнату. Давай, короче, будем писать стихи вместе! Да, давай, ща реву. Ща рев, да. Будет. Как это? OG Лок. Вот этот вот. Который сидел в тюрячке. Все мы знаем, что делают тюрячки. Меняют цвет кожи. Как это, помнишь? С этим, с Лесли Нильсоном. Я не помню, где это, голый пистолет был или как? Типа, тюрьма меняет людей! Да, типа, голый пистолет, если второй. А? Если второй голый пистолет, в принципе. Я не помню, какой. Может быть, это даже не голый пистолет. Типа, это...
Типа, Ну, да, там все в голову пистолет, нахуй, от него фильм. тюрьма меняет людей, да, типа, да, и как же? Раньше я был белый. Почернел, блядь. Стихи догорают в камине, матушка удаляется. Ты обнимаешь плачущую сестру и шепотом предлагаешь пойти в библиотеку. Там можно залезть под стол, у-ля-ля, и написать... И сочинять рэп. Да, и сочинять рэп, блядь. Ужас. Там можно залезть под стол и написать что-нибудь вместе. Глория мотает головой, матушка запретила, нельзя идти против ее слова. Ты отвечаешь, что это будет вашей тайной. Ты тащишь Глорию за собой в библиотеку, дубиной по голове и в пещеру. Она упирается, но ты не сдаешься. Вы осторожно заглядываете в комнату, сестра достает с полки книжицу, вы забираетесь под стол и начинаете трогать друг друга, вместе читать. Это стихи о вечной любви, видно, как они нравятся Глории. Вы начинаете сочинять сами. Она вдохновленно произносит фразу, ты повторяешь ее и предлагаешь рифму, сестра радостно кивает. Так проходит остаток дня. Вы вместе придумываете стихотворение, выучиваете его наизусть, но ни один лист не был исписан. Вы не нарушили запрета матушки. Чуткость, любознательный. 4. Надо было рэп сочинять, Рэп. стихи. Это не запрещено. Я проснулся с утра, потянулась рука, блин. Вот это. Моя мать шлюха, да. Да, и вот это вот все, блин. Год 1122. Земля. Зима. Грядущее причастие. Так, предлагаю немножко это самое посмотреть обтекатель на минутку и продолжить. Кого? Кого? Обтекатель посмотреть. Да? Бурудунте, бурудунте. Максим пошел смотреть это вот все, да? Рэп, пацаны. Вот, ты тоже тут. Да. Чуваки, это репчик. Или как это было? Там, короче, чувак прыгает. Вау, сальто делает. Чувак, это рэпчик. Сальто назад. Назад, на Вот воду. 2 часа стрим почти идет. Час 50, я посмотрю. Да, мы всего-то прошли. Не начали даже. Всего от хуй да нихуя. Да, даже детство еще не за туда-сюда шли. Мне кажется,
тебе нужно будет переделать вот именно, наверное, вот как конкретно под такой размер. Потому что, видишь, я его сжал, и этот Гагис пикселит. Я на Твиче сейчас открыл трансляцию. Кого? М? Чего? В левом верхнем углу. Ну, Вот там пикселит. ну а ты побольше сделай. А побольше тогда оно мешаться будет. Бля. Я могу побольше сделать, когда тебя не буду захватывать. Вот вместо тебя туда поставить эту штуку. Вот, на играх, которые не работают. Чтобы это вот все. Почему ты не хочешь меня? Так не всегда же оно может захватываться. Да. Может, тогда может. Так. Грядущее причастие. А? Грядущее причастие. Грядущее причастие, да, давай. Продолжаем. Ой, назад. Надо читать. Матушка вяжет в кресле маленькие вещи. Кофты, штаны, носочки. Говорит. Малыша нужно будет держать в тепле. Отец все реже появляется дома. По словам матушки, у него множество хлопот на важной службе, ведь он судья. Однажды ты спрашиваешь матушку про Стефана и Глорию. Почему они тебе брат и сестра, а друг другу нет? Лидия Бороданте, ваш выход. Оправдывайся. Видишь ли, сынок, Стефана родила не я, у него другая мать, а у Глории другой отец. Ну не морщи так лоб, вырастешь, все поймешь. Подрастешь, поймешь. Как такое может быть? Вы же семья. Спустя несколько дней матушка зовет Стефана и Глорию в гостиную. Ты увязываешься за ними. Матушка сперва хочет выгнать тебя из комнаты, но затем велит сидеть тихо, молчать и запоминать. Лидия Бороданте. Когда войдете в храм, поклонитесь близнецам. Сперва направо, старшему, затем налево, младшему. Тебе, Стефан, нужно идти про мам... Да. Про мамку. Мраморной стороне. По мамке. По мраморной стороне. А те, Со говорит, скамьями. говорит, Стефан, нужно идти по мамке, блядь. Сука. Нужно идти по мраморной стороне. Со скамьями. По коварной струе, блядь. Потому что тебя, товарищ, блять, так и говорит она. Тебе, Глория, нужно идти по острой стороне. Какой острой стороне? С пиками, нахуй. С пиками-то чё, Нет. А на другой... Так, идем дальше, Лидия Бороданте, пожалуйста. Затем вы оба должны встать на колени, каждый на своей стороне. Ты, Стефан, поцелуешь меч. Тебя, Глория, ударит плетью. Не бойся, дочь, смиренно прими это страдание. В этом великое благо твоего удел. Да. Глории не нравятся слова о плети. Внутри твоей груди тоже что-то сжимается. Тебе велели запоминать. Неужели и тебя дадут бить плетью? На следующий день брат и сестру везут в храм. Когда они возвращаются, ты выбегаешь им навстречу в переднюю. Платье Глории на спине пропитано кровью. Она сгорбилась и едва
слышно хнычет. Стефан гордо держит спину и задирает нос еще выше. На первый взгляд в них ничего не изменилось, но в то же время изменилось все. Они приняли свой удел. Стефан Бороданте. Отношение -1. Равнодушие. Единство -1. Да похуй. Вообще, да? Надо будет его убить. Убить. Надо будет его посадить на член. Причастие брата и сестры. Год 11-22. Брат Стефан и... Брат Стефан, блядь, как... Сука, священник. Как будто какой-то. Брат Стефан и сестра Глория принесли свое первое причастие в храме. Кто-то родился. Плач младенца. Ты с любопытством разглядываешь сверток, в котором лежит твой младший брат. Отец качает новорожденного у себя на руках. Матушка светит улыбкой. Стефан и Глория оживленно суетятся рядом. Ты станешь ему самым лучшим братом. Никаких тумаков. Вы будете вместе играть и дразнить Стефана, помогать матушке. И у вас будет столько приключений. Чувствовать себя старшим непривычно. Только вчера ты был самым младшим в семье, и вот это уже не так. Смотри, как пиздюк ты. А где он, блядь? Он самый А кто из них? мелкий. Так, смотри, это этот... Он Глория, сестра твоя. А, А он ты мелкий. а вот это кто? Который? Вот это. Это батя. Или, не, вот это батя, а вот это... А, это Это брат Петр. Стефан прилизанный. Эдик. Это уж. Петушадра. Матушка дни напролет проводит с Натаном. О, Натаныч! Нихуя себе, а ты что тут делаешь? Натаныч Дракус, я так понимаю, да? Он и тут успел. Блять, в каждой игре должен быть еврей. Вот все. Правда, тут он не главный герой, да? Как Натаныч Драки у нас был. Вот это как в пиндосских странах. Должен быть ЛГБТ, нига. И еще, а у нас должен быть еврей. Вот это заебись из нас. Может, тут Нига тоже есть? Хотя, хуй знает. От рабы будут? Рабы? А, может быть. Нигеры. Ник. Да, на плантациях, по-любому. Матушка! Дни напролет проводит с Натаном. Так назвали брата. Иногда она позволяет себе покачать люльку. Натан все время плачет. И днем, и ночью. Мать плохо спит, из-за этого весьма рассеянная. Вот и сегодня она забыла свое вязание в кресле в гостиной. Нужно отнести ей. Работай. Натану нужно ей отнести или пряжу. Ты бежишь к матушке в спальню. Ты так соскучился по ее улыбке. Врываясь в комнату, ты протягиваешь матери вязание. Но вместо благодарности ты наталкиваешься на ее уставший, холодный, враждебный взгляд. Натан, не переставая, кричит. Лидия Бороданте. Ты протягиваешь вязание. Так и называется. Вязание. Уйди прочь, автодил. Ты мешаешь. Автодил. Сучий ты сын. Иди собирать калашников. Съебывайся. Тебе пора в армию. Пора на мобилизацию, блин. 6 лет давай, блядь, пошел нахуй. Служи, блядь. Матушка цедит слова сквозь зубы. Ты смотришь на надрывающегося младенца. Он ни на миг не дает матери отдохнуть.
Лидия Бороданте. Ля пидор такой. Ля ты крысаная. Да сколько можно? Ты замолчишь, я хочу покоя. Надо было так еще с театральной этой штукой. Да сколько можно? Уходи! Вот это. Да сколько можно? Ты замолчишь, сука. Ой. Покой мне. Матушка мечта. Раз, два, три, 7. Уля. А? Уля. Уля-лял. Плач младенца. Матушка мечется по комнате и со злобой трясет Натана в руках. Братик плачет все сильнее. Кажется, она вот-вот швырнет его в стену. Заляжку и в окно нахуй. Так она устала от этого непререкающегося крика. Нужно что-то делать. Тебе страшно от того, что делает мать. Но еще больше ты боишься за жизнь маленького Натаныча. Обнять матушку не можно. Ты бросаешься к матери, стараясь ее успокоить. Отношения... Нет отношений. Вырвать... А? Почему нет? Ну, а недостаточно этого, как его... отношений, видимо, благодарности, короче. Давай спиздим пиздюка. Вырвать брата из матушки. Из матушки. Из рук матушки. Вырвался оттуда. Аборт на поздней стадии, правда? После беременности. Ты выхватываешь Натаныча из рук матери и убегаешь. Принять гнев на себя. Ты пытаешься привести матушку в чувство сам. Позвать отца. Ты бежишь в кабинет отца и просишь успокоить матушку. Че, вырываем? Спиздим пиздюка. хоть. Спиздить пиздюка. Кто-то Ты чё упал. спиздил? Кто-то там Пиздюк, упал. походу упал. Да. Ты подлетаешь к матери и требуешь отдать брата. Матушка останавливается как вкопанная. Ты выхватываешь Натаныча из ее рук. Она, задыхаясь от ярости, падает на кровать и начинает кричать. Ты убегаешь в детскую. Еще кто-то упал. Братик вслипывает. Опять на лестнице ёбнулся, похоже. Братик всхлипывает на ходу. Он тяжелый. Ты качаешь его на руках, как это делает матушка, и тихо напеваешь песенку про близнецов. Натаныч успокаивается и вскоре закрывает глаза. Ты кладешь младенца на кровать и обещаешь, никто не сделает ему ничего плохого, пока ты рядом. Тяжелые шаги по коридору. Киборг-убийца! Мне нужна Сара Коннор, блядь. На пороге детской возникает отец. Он глядит на тебя и Натаныча в замешательстве. Роберт Бранте. Ты много до себя взял, сын. Защищать семью — благородное дело. Но ты должен был позвать меня. Пойми, тебе не положено вставать на мое место. Ты спас от беды младшего брата. Если ты готов отвечать за других и защищать их, ты сможешь пойти путем дворянина, но только когда вырастешь. Пойдем, вернем малыша матушке. Отец берет Натаныча на руки, брат не просыпается, только чуть-чуть ворочается. Вы вместе идете в покое матушки. Отец возвращает Натаныча в колыбель. Притихшая матушка подходит к тебе и обнимает. Лидия Бороданте. Оу. Оу. Ждем, пока появится. Прости меня. Видят близнецы. Я была сама не своя. Прошу, не сердись на меня. Я больше не вижу. Лидия Буруданте сказала свою со слова. Ты обнимаешь матушку в ответ. Отношение +1. Симпатия. Статус. Благодарность. Натаныч. Натаныч Бранте. А чё, он уже так вырос, что ли? Чё за хуйня? Младший в своем семействе. Твой
родной брат. Странный мальчик, с самого рождения замкнут и нелюдим. Вечно не приспособлен, болеет и плачет. Все время нуждается в заботе и защите близких. Рано начал читать священные тексты. Блядь, я как в этом. Сука, помнишь? С дружко ты это, невероятно, но факт, блядь. Сука. Я вышел в интернет с этим вопросом. Почему он сам? Непонятно. Вот он, Натаныч Бранте. Младший в своем семействе. Странный мальчик. Так, вечно болеет и плачет. Все время нуждается в заботе о защите. Рано начал читать священный текст. Религиозный, по всей видимости. Так, симпатия. Это у Натаныча симпатия. Блок ударности. Запас сил минус 5. Обессилен. Ну все, пиздец ему. Да, сейчас сдохнет нахуй. Рождение Натаныча. Год 1122. На свет появился твой младший плод Натаныч. Брат. Плод, блять, Натаныч. А кого мелким текста читает? А вот вот хер его знает. Может, он попозже будет. Вот, 5 лет теперь Автандилу исполнилось. Четкость 4. Четко, заебись. Это событие вызвано твоими предыдущими поступками. Четкость 4. Муравьиная ферма. Младший братик Натаныч растет. Теперь матушка чаще проводит время с другими домочадцами. Ты помогаешь ей, играешь с братом, следишь за ним, когда она попросит. А когда Натаныч спит, ты садишься у ног матушки. Она читает тебе духовные книги и расспрашивает, что ты увидел и узнал сегодня. В эти моменты ты видишь мир вокруг и ее глазами тоже. Однажды дверь в твою комнату распахивается. Матушка вносит большой ящик, накрытый тканью. Ты давно не видел ее такой радостной. Она ставит ящик на пол и снимает покров. Там стеклянный короб на деревянном поддоне. Внутри аккуратно уложены земляные проходы, по которым непрерывно ползают муравьи. Лидия Бороданте. Ферма. Хуиная ферма. Так точно. Лидия Бороданте. Ой, натуре. Я угадал. Это муравьиная ферма. Мой подарок тебе, Автандил. Целый маленький мир. Мы можем следить за ними через стекло. Смотри, вот это матка. Благодаря ей Все там. все эти муравьишки родились. Смотри, Автандил, вот это вот у меня матка, блядь. Живот-то раскукожила такая, расстегнула, блядь, на молнии. Вы вместе наблюдаете за фермой. Ты затащил катку, блядь. Ты затаил дыхание и следишь за жизнью муравейника. Оказывается, муравьи перемещаются совсем не хаотично. Каждый из них выполняет свою задачу. Они защищают колонию, у них большие жвалы. Или жвалы, не знаю, как правильно. Если протянуть к ним палец, они могут укусить. Другие чинят стены и убирают проходы, трудясь по всему муравейнику. Третьи выползают в особый поддон, куда вы складываете листья, кусочки мяса и личинки, и приносят добычу сверху остальным. Ты берешь одного, и я хуй знаю, что я только что прочитал, у меня сознание куда-то, блядь, Муравьи отключилось. охуенная тема, потому что... У меня не было муравьев в домашних. А у Вани были. Ты берешь одного из муравьев-работников и вытаскиваешь его к еде. Но насекомое не притрагивается к ней, а просто начинает кругами ползать по поддону. Мать берет муравья и возвращает его на место. Лидия Бороданте. Ты знаешь, как наебать муравья? Отгрызть ему жопу? Короче, видишь, где муравьи ходят, да. Кладешь туда еду, муравей видит это, убегает, потому что он не может его, так как бы еда большая, он не может один его перенести. Он убегает сообщить другим, потому что там ебать, там охуеть можно, еда большая.
убираешь в это время, они прибегают все вместе, смотрят, а тут нихуя нет. И дают ему пизды, блядь. Не знаю, может его в расход пускают. Его сжирают. Лидия Бороданте. Да. Что? Да. Ваш выход. Ой. Зачем? А что он сделал? А он вытащил его к еде. Да, и сожрал. Зачем ты так? Муравьи не могут делать то, что не заложено в них с рождения. Каждый создан для своего, создан для своего, чего нахуй. Ну вот, он, видишь, он, короче, вот, типа, ты берешь одного муравья-работника, вытаскиваешь его к еде. Насекомый не притрагивается, а просто начинает кругами ползать по поддону. Мать берет муравья, возвращает его на место. Ну, типа, нахуй ты его, типа, вытащил, дебил, блядь. Что, пинцетами, что ли, работает? Чёрт его знает. И там муравьи гигантские. Ты качаешь головой. Вот бы муравьи делали, что захочется тебе. Ведь это подарок. Подарок, блядь. Сейчас. Туда-сюда. По-братски. Сейчас. Ты качаешь головой. Вот бы муравьи делали, что захочется тебе. Ведь это подарок, они теперь твои. А может, дело в матери? Это она мешает муравьям слушаться тебя. Чё? Повелитель муравьев! Муравьиный царь. Так, КВТ, да, спасибо за 355. Туда-сюда по-братски. Максим сделает туда-сюда по-братски. Да, как туда-сюда. Это предложение насчет длинной песни, которая стоит. Поставить туда это, где Путин говорит бац, 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 бац. А когда он это говорит? Ну, он говорит только бац, но там и есть песенка, где он говорит бац, 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 бац. Бац, 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 бац. Что-то типа такого? Да. Не, ну можно, в принципе. Личность. Любознательный, безвольный, обессиленный. Мне кажется, ему пизда, он сдохнет скоро, блядь. Судьба. Хронология головы. Так, а как там дальше-то? А, вот. Продолжить играть с матушкой. Ты предлагаешь матери набрать во дворе жуков для фермы. Играть в одиночку. Давай ферму устроим. Ты просишь мать оставить тебя одного. Да, ну давай наберем жучар всяких разных. Во имя вот этого всего. Во имя святого скота. Муравьяная ферма. Мать смотрит на тебя с теплотой и с любовью. Вы впервые за долгое время вдвоем рядом. Нет ни Натаныча, ни Григория, ни отца Константина. Матушка с такой радостью заботится о ферме. Она делится с тобой знаниями о большом мире. То, что она говорит, истина. А ему-то откуда нахуй знать? Она может сейчас напиздить с 3 короба, блядь. Ты пододвигаешься к ней и предлагаешь набрать жуков во дворе. Матушка с радостью соглашается, берет тебя за руку, и вы выходите на улицу. Вы ловите жуков, спорите о том, какие подойдут лучше для пропитания колонии, и смеетесь, выдумывая, как муха или гусеничка могут захватить муравьиное царство. Рука об руку. Вы возвращаетесь в твою комнату. Мать не перестает улыбаться. Легко, солнечно, по-детски. Ты рад, что взглянул на мир ее глазами. Лидия Бороданте, симпатия. +1, +3 увлажнения. Запас сил. Выровняли. +5 способен на поступок. Но на 1. Все. Давай покажем это муравей Глории. Покажем хуй. Смотри, у меня тут муравьи. Да. Что-то открыл. Солдатики.
тебя будет отец. Накануне он вернулся из далекой-далекой галактики. Идем на войну, Да. Роберт Браданте. Автандил! У тебя особенный день. Что, блядь? Что, блядь, происходит? Автандил, у тебя... Какой? Я не помню. Ангел, у тебя особенный день. Вот, Сегодня давай, ты да. начинаешь обучение. Теперь к тебе будут приходить учителя. Будешь их во всем слушать. Чем прилежнее будешь осваивать науки, тем ближе станешь уделу дворянина. Вот, да, давай тоже за него будешь, а то я в разных голосах я путаюсь уже в персонажах, блядь. Есть такой сериал. Есть сериал. Млечный путь. Филадельфия всегда солнечно. И там есть одна серия, где типа рассказывается история колониальной СШП. Где Нет. там они учатся это приветствовать там друг друга, хуй знает, это дворянская. Как там было? Аве Я уже Мария, не помню. Деус Да, там Вульт. они как-то по пидорски. Ха-ха, вот так вот. Или как другое слово там было. Выговаривать. Короче, стоят в париках этих белых. Аве Мария, Деус Вульт. Всё. Возможно. У Филадельфии всегда солнечно, это, бля, прикольный сериал. Я когда первый раз его смотрел, я не думал то, что я буду пересматривать его. Я не смотрел, я только смотрел это «Блудливая Калифорния». Вот, блядь, там пиздец, смотришь, что за хуйня, какого хуя, блядь. Там, блядь, думаешь, сейчас досмотрю, больше никогда не буду это говно смотреть, а потом, блядь, берешь и пересматриваешь. Думаю, вот, блядь, пиздец, нахуй. Кстати, там, что сейчас не позволено, есть драка с детьми. Там просто берут и пиздят детей в одной серии. Ну, правильно. Давно пора, между прочим. Детей туда-сюда. Так, выровняю. Так. Далее. Роберта Бороданте. Зачитывайте Это я? дальше. Чтобы ты запомнил этот день, получишь подарок. Лидия, нужно собрать нашего шкалера. Кто такая Лидия? Лидия — это мать. Лидия, нужно собрать нашего шкалера. Хочу отправиться с ним в торговый квартал, продать нам. В рабство. Кроссовки шить в подвале. Заебись. Запомните эту службу. На кроссовочной фабрике, блядь. Стефан просится с вами в город, но отец строго отдергивает его. Это твой день. Старший брат обиженно замолкает. По-любому. На обиженных воду возят и хуй кладут, блядь. Ты едешь с отцом в экипаже по пыльным и шумным улицам города. Ветер приятно треплет волосы. Ты уже знаешь, ваш город зовется Анизотти сыром. Один из самых больших во всей империи. На улице падает тень от белой кроны гигантского древа. Его ветви простираются над всем городом. Сука, что происходит, блядь, вообще? Роберт Бороданте. А ты знаешь, что белое дерево выросло из крови учеников наших богов? Оно растет уже столетия. Именно в нашем городе.
Его нельзя ни разрушить, ни разрушить, ни сжечь. Даже богословы не знают, почему. О, кто-то вошел. Вот. Тем временем экипаж останавливается на площади у небольшой лавки. Ты в восторге бежишь к полкам, на которых куклы, фигурки, игрушки. Столько ты за всю свою жизнь не видел. Отец интересуется, готов ли ты выбрать свой подарок. Ты отвечаешь: фигурки Ордена Святых Воителей, ОСВ. Это почти как СВО. Или Калаш 12. Кстати, да, вот я тут общался с ребятами, так сказать, сейчас 12-й выдают. И я-то общался только с 74-м, там 74М, но говорят, он похож на него, в принципе, и там, ну, как бы, нет. Все нормально, все вспомнится. Это же, да, Калаш 12, он делался по заказу Минобороны. Ну, значит, все должно быть по ГОСТу. Это не то, что там, это кто выпускает и в Ижевске-то. А я не знаю. Ну, короче, Калашников. Он не сам его взял и выпустил, а это делалось по заказу Минобороны. По техзаданию. Не знаю. Это же самый лучший. Жалоб не слышал. Ну, будем посмотреть. В общем, пощупать. Это же самые лучшие бойцы Империи. Ты перечисляешь все, что тебе известно об Ордене. Много лет назад с их помощью войска Императора захватили всю провинцию Магра. С кулаком 12-м-то его народ. Ну, ясен хуй, блядь. Взяли штурмом ваш город и присоединили к Империи. Отец удовлетворенно кивает. Ясен хуй. Жизнь за Императора и вот это вот все, да? Лучше к Союзу, конечно. Вархаммер. Сейчас, да. Будет скоро. 40к. Ну вот, может, и Союз Советских Социалистических Республик, может быть, нагрянет вновь. И это будет здорово. Не. Ну, понимаешь, не надо Советский Союз, а надо взять хорошее оттуда, отсюда, и сделать что-то нормальное. Нет, при коммунизме все заебись будет. Ну, как Советский Союз не был коммунистическим, он был социалистическим. Ну вот, а мы будем строить коммунизм. И именно из-за ошибок в правительстве все, вот и он развалился. Да. Ну, поэтому нужно взять то, что было хорошее там, то, что хорошее при капитализме есть. А у нас все-таки капитализм, в отличие от пинтовского, все-таки он отличается намного. О, Роберт. В первую очередь нужно выгнать всех вот этих вот, блядь, петушар, дегенератов, чиновников. Вот туда вот, прям в зону СВО, блядь. Ведь опасно туда высылать, они же сообщат, куда бить. За бабки долларами. Тогда просто вот, блядь, чистку устроить сталинскую. Так сказать, к стенке нахуй. Потому что заебали бюджеты пилить уже, юбки. Ну да, бля, вот с теми же коптерами, например, с беспилотниками. Вот у нас же, да, они отчитывались, то, что у нас в армии есть, а оказалось нихуя нет, бля, кроме Орланов. Там формы, блядь, хуеву тучу миллионов растащили, блядь. Сейчас хоть... У нас вон по городу объявления висят, бля, швеи, они сейчас на военку все работают. Не, форму шьют. сейчас-то уже вот это нормальные. Ну, я не знаю, как в остальных, но у нас здесь, ну, в области, по крайней мере, в Подмосковье у нас все отлично. И со снарягой, и со всем прочим выдают все, в том числе даже эти активные наушники.
Ну, снарягу сейчас там ратник как минимум надо выдавать. Ну, Варя- а активные наушники, это вообще заебись. Они, бля, сколько стоит, охуеть можно. При условии, что он там люди под обстрелы попадали на них, что там снаряд прилетит, ой, осколки прилетят и по наушникам. Они до хера стоят, они еще за свои деньги его кто-то даже покупал. Вот хорошо, что наших пацанов там снабжает этим. Регионы отказываются от тех же новогодних праздников, что там украшивать на миллиарды рублей. Ну, не миллиарды, конечно, там всех разный бюджет, но отказываются. Все на мобилизованных относится. Там броники купить. Сейчас люди хуярят броники. У них вообще зашивается. Все, блядь, разворовали, а теперь по это как он. Да не, броники, кто делал, они до СВО шили это из импортных материалов вообще. А сейчас начали из наших. А сейчас при мобилизации спрос намного повысился еще. Ну, это понятно. Там как бы есть как бы влиятельные, богатые люди, которые там заказывают тысячами просто партии. Нет, тут Поддерживают наших ребят. дело-то еще в другом, то что эти, блядь, вон, прецеденты-то такие были, блядь, то что прям, блядь, с эти броники, вот, блядь, на вид со склад продавали, блядь. Ну, есть такие, да. Пиздец. А сколько формы, блядь, до этого-то ебанули уже, распродали. Теперь, ну, теперь вроде сейчас пытаются что-то это компенсировать, быренько сделать. Ну, поэтому нужно военное положение, нахуй, чтобы никто не уезжал за границу, не свалил. Пускай работает наша экономика. Да, пускай хоть чем-то, блядь, полезным. Именно предприятие на военные рельсы перевести. А то вон аптеки там жгуты все разобрали, например. Вон люди там полными закупаются. У тебя жгута, что ли, нет? У меня аптечки нет. Я думал купить. Надо было позаботиться. Забыл об этом. Нет, ну я не знаю как. Здесь все дадут. Единственное, знаешь что? Наколенники, короче, надо купить. На коленке Там да. потому что нету. Вот чего-чего, а наколенников нет. И в продаже их тоже, блядь. Не особо-то и много тоже еще искать. Вообще, пацаны надеются там уже разжиться эти. Ну там-то тоже можно, трофеев. конечно. Там-то, конечно, да, там все можно. Как я говорил, это 715 там писали. С Калининграда. Одних охуенно снарядили, а других хуй, блядь. Но там уже сверху взяли на это дело. По свой контроль. Надеюсь, у пацанов все нормально будет. Роберто Браданте. Ну что ж. Хоть война. Хоть война пока и не твой. Конечно, ему ж, блядь, лет сколько мало. 6-5, блядь. Этому. Ну что ж, хоть война и не твой удел, солдатики приучат себя мыслить как полководец. Бля. Старший сержант научит, блядь, как жить по уставу, блядь. Казарму драить. А тогда еще краски не было, блядь, вот это жестко, блядь, мыть. Не, ну они чем-то красили же, блядь. Вот это... По этим временам там краски еще не было. 1123. Да не, там же эти... Да красили ж чем-то, и одежду же красили. Ну, блядь, там вряд ли эмаль, нахуй, которая свой слой захуярит, который мыть и удобно. Хуй знает, у них был.
Там по-любому хуёво все было. Не, если у древних греков было уже всякое, они там сами придумывали и извращались, то... Ну, в принципе, покрасить можно, но эмаль, она ж вон так ровный слой образует. Который ты вон тряпкой провел, все там помылось. Не, ну такого-то вряд ли. Ну вот. Удел солдатики приучат тебя мыслить как полководец. Я не так читаю. Мы будем вести ими сражения и изучать стратегию. Беги! Бери свой подарок. Меч. Печень. Вечен. Король Артур, на нас напали. Отец погружается в изучение книг. Ты же, ничего не видя перед собой, бежишь к ящику с солдатиками. Путь преграждает разодетый мальчишка. Он хочет забрать твоих рыцарей себе. Мальчик тянется к ящичку сам. И изо всей силы отпихивает тебя локтем. Не сдерживая злости, ты толкаешь его в спину. Твой противник падает. Отпизди его, блядь. Нам надо По стать яйцам. таким царем. А? Царем надо стать. Зачем? Ну, не знаю, финал игры, наверное, такой. Царем? Я не знаю, какой там финал игры, блядь. Я не играл. А я играл, что ли? Шум поднимается на всю лавку. Мальчишка-богатей кричит в голос. Он ударил меня! Он ударил меня! На тебя грозно надвигается внушительная фигура незнакомца. Это отец мальчика. Но на плечи тебе ложатся руки твоего собственного отца. Роберт Броданте. 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 Это только первая глава? Да. Что случилось? А кто это сделал? Ты с облегчением прижимаешься к отцу, к концу, к отцу. К отцу, блядь. К отцу, он защитит тебя. К отцу опасно прижиматься, тем более, если ты собака. Да. Да, ты толкнул мальчика на виду у всех, но он хотел забрать себе твой подарок. Отец поворачивает тебя к себе лицом. Ну, хоть не жопой, блядь. Роберт Броданте. Это правда, Автандил? Ты ударил дворянского сына, собака. Да, не держи плетью. Собака страшная. Объявить себя невиновным. Ты тихо говоришь про отцу, что толкнул мальчика случайно. Сказать правду. Ты рассказываешь, что дал сдачи наглецу. Признать вину. Ты выходишь вперед и признаешь себя виновным. Ты надо правду, наверное, сказать, да? Не знаю, попробуем. А чё, он сам толкнул же, блядь, сам получил по щам. Не знаю, что там было. Но он типа этих солдатенов хотел забрать и толкнул тебя, и этого, ну, Автандил ему в ответ въебал локтем. Правильно же сделал. Несправедливо обвинять, выслушав только одного из вас. Ты не собирался толкать глупого мальчишку, но он сам начал. Рассерженный дворянин прерывает твой сбивчивый рассказ. До твоей правды никому нет дела, маленький простолюдин. Закон есть закон. Тебя ждет наказание. Твой отец сокрушительно соглашается. Опять, блядь, по щам, что ли, нахуй? Плетью по жопе. Тебя выводят на улицу и ставят напротив мальчика-дворянина. Ты должен покорно склонить перед ним голову. По спине проходит неприятный холодок. Мальчик довольно ухмыляется, размахивается и наотмашь бьет тебя по щеке. Затем еще и еще. А чё, пизды-то нельзя дать ему, что ли, никак? Да, не знаю, я надеюсь на это. Сейчас захуями его, блять. Роберт Броданте. Довольно, он получил сполна. Мы уезжаем, не стойте на пути. Ой, ебать нахуй. От ударов голова плывет, ты приходишь в себя только дома в постели.
Слуги суетятся вокруг тебя, ставят припарки на твое лицо. Отец все время возле твоей кровати. На утро ты находишь на кровати ящичек с оловянными рыцарями Ордена Священных Воителей. Дорого же тебе обошлось упрямство. Решительность. +1. Деятельный. Нормально. О. Год 1124. 6 лет. Лето, семейный ужин. Отец приказал вынести обеденный... Призвал, блядь, накастовал обеденный стол во двор, блядь. Приказал вынести обеденный стол во двор. Он впервые за много месяцев провел целый день дома и не запирался в своем собственном кабинете. Играл с тобой, Натанычем. Беседовал о чем-то с повзрослевшим Стефаном. Гулял по саду. И вот ужин на свежем воздухе. А где сестра? Сестра где-то. Где-то ходит, наверное. Волнуюсь за нее, да. Как, даже никак за свою жизнь. Да она ее в клинику сдали, наверное, в наркологичку, блядь. Да, надо сдать. Сделал 6-летнюю девочку наркоманкой. Так бывает. Вся семья вместе. Отец во главе стола. Он улыбается, расспрашивает вас об успехах в обучении. Натаныч лезет к нему на колени и смешно лопочет лопочет с читалку, блядь. Я не... Блядь. Ужас какой. Стефан рассказывает, как отмечает его успехи учителя фехтования. Они с отцом выходят из-за стола, и старший брат демонстрирует свое умение в учебной схватке. Схватки? Схватки, да. Схватки у Стефана. Воды горячий и полотенец. Следом вот Глория пришла. Следом Георгиния произносит длительную молитву, встав на стул. Матушка хвалит рвение твоей сестры, отец усмехается себе в усы. А ты перечисляешь все звания в легионе, от рядового до военачальника. Стефан слушает тебя с недоверчивым видом. Это точно на войну попадет. Да. Вечер медленно опускается на ваш дом. Слуги зажигают огни. Даже в сумерках тебе не холодно. Как же важно быть всем вместе за одним столом, без ссор, с улыбками и разговорами. Но вдруг прислуга подносит отцу письмо. Лицо. Отцу. Пока отец всматривается в строки, ну в натуре повестка, что ли, пришла, блядь. С его лица медленно сходит улыбка. Матушка смотрит на отца с недоумением. Его лицо словно окаменело. Роберт Бранданте. Я ушел. Ванизотти с сыром? В Анизоте возвращается Грегор Бранте, глава нашей семьи, мой отец. А это дед, значит, Автандиловский. Дед. Год 1124, возвращение деда. Твой дед, Грегор Бранте, вернулся с семьей из столицы. Отслужил, по всей видимости, блядь. Дембель. Семейный дом, столица. Вооружение. После известия о приезде деда дом беспристрастно прибирают и украшают. Родители озабоченно проверяют порядок, раздают указания слугам. Тебя заставляют мыть руки и лицо после каждой прогулки во дворе, ругают за оставленную на полу книгу. Глорию угрожают выпороть, хоть не выебать, блядь, если она посмеет снова прятаться на чердаке.
Стефана заставляют сидеть в своей комнате. Достается даже маленькому Натанычу. Все напряжены до предела. День приезда особенно мрачен. Духота. Воротнички липнут к шее. Блять, под шеей. Ёпта. Давай новый. На крыльцо перед домом выходит вся семья Бранте. Отец, матушка, Стефан, Глория, ты и Натаныч. Сзади в ряд стоят сослуги. Из экипажа, опираясь на трость с большим набалдажником, выходит высокий сухопарый старик с тяжелым взглядом. Ты поневоле вжимаешь голову в плечи. Роберт Браданте. Отец, желаю тебе здравия. Дети, поприветствуй своего деда, как положено. Да. Поставил рюмку перед собой. Грегора Бранте. Блять, какого? Старик. Старик. Все пытаешься. Да-да. Все. Приходишь без уважения. Все пытаешься выглядеть как настоящий дворянин. Ты меня не обманешь, Роберт. Я первым в роду Бранте заслужил дворянство мантии. И до сих пор только я один помню, как нести эту ношу. Ну, в принципе, я думаю, сойдет, да? Да, нормально вообще. Можно озвучку прям приклеивать к игре. Роберт Браданте. Я все еще следую своему делу. Можно потом из стримов какой-то в аудиокнигу это сделать. Это, правда, будет очень долго и муторно, но можно. Грегор Бранте. Ты поставил крест на дворянстве меча, женившись на простолюдинке. Все потомки моего рода уже могли бы родиться благородными. Роберт Браданте. Отец, умоляю, не здесь. Дед отвечает презрительным взглядом и заходит в дом. Вся семья вереницей следует за ним. Грегор Бранте. Меня не было так долго, что дом пришел в полнейшее запустение. Это оскорбительно, блядь. Роберт, как ты можешь жить в таком свинарнике, сука? Слуги совсем от рук отбились. Это она, твоя жена, мещанка. Их распустила, блядь, инсульт. Я предупреждал, но ты поступил по-своему. А дети, что они знают о традициях и чести? Роберт Бранте. Блять, у меня же голова закружилась, блядь. Они растут доблести. А, нет. Кого? Добродетель. Добродетели. Блять, что знакомое слово. Они растут добродетели, отец. Типа нормально все с ними. Грегор Бранте. Ты сам уже говоришь, как покорный в своем страдании простолюдин. Видят близнецы, я не позволю случиться этому второй раз. Я забираю твоего старшего Стефана в столицу. Ты не в состоянии воспитать его Ты не в состоянии воспитать его подобающим образом. Я исправлю твою ошибку, сука. Пошел он нахуй. На твоих глазах решается судьба старшего брата. Отец безропотно велит слугам собирать Стефана в путь. Сам Стефан оцепенел. Он переводит взгляд с отца на деда и обратно. Отец кладет ладонь ему на плечо. Дед презрительно сжимает губы. Осмотр дома продолжается. Там шаги какие-то были. Дед подвергает насмешкам все, что видит. В спальне матушки ему не нравится чуть смятое на кровати Натаныча одеяло. В
комнате Глории он глумится над ее шитьем. И вот он открывает дверь к себе. К тебе. И вот он открывает дверь к тебе. Да. Так, ну это повторил на всякий случай, если мы в аудиокнигу будем это выводить. Грегор Бранте. Что? Роберт! Роберт! У твоего второго сына солдатики? Да он же простолюдин по рождению! Ему не положено даже думать о войне! Хуяк, что-то там было такое. На твоих глазах дед хватает ящик с славянами рыцарями ордена святых воителей. Отец молчит. Тебя распирает злость и страх. Это же подарок к началу учебы. Дорогой и очень важный подарок. Но может дед прав, и сперва тебе нужно доказать, что ты имеешь право играть в войну. Неодобрительно качнув головой, дед делает шаг к очагу и бросает твою коробку прямо в огонь. Солдатиков охватывает рыжее пламя. Еще немного, и они расплавятся. Смотреть, как солдатики плавятся. Чуткость сейчас 4. Дед прав, игрушки только отвлекают от обучения. Расплакаться. Ты не выдерживаешь этого зрелища и плачешь. Ударить деда от злости. Несправедливость происходит, ты бьешь деда по ноге. Я думаю, надо чуткость проявить, как раз у нас достаточно. Дед прав. Я тоже думаю, потом расплавим сами деда расплавим как-нибудь. Да. Потом на костре Инквизиции его сжечь нахуй. Я думаю, мы растим там революционером вообще. Вот там, сейчас там. Гильотина, все дела. На броневичке, блядь. Сверху, блядь. Чё мы нет? Дерево трещит, олово плавится. По комнате ползет неприятный запах сжёной краски. Отец хмуро велит слугам потушить огонь и убрать из очага месиво, оставшееся от твоего подарка на день рождения. Ты зачарованно наблюдаешь за слугами, испытывая странное облегчение. Кажется, глава семьи прав. Пришло время становиться старше. Дед уходит осматривать другие комнаты. Запас сил плюс 5 равно 5. Способен на поступок по-прежнему. Любознательный 5, да. Чуткость. Нормально. Я думаю, его отпиздили, если он начал пиздить деда. Может быть, дед его уебал бы, нахуй. Огонь бы кинул, нахуй. Да. Туда, вот она и смерть в детстве, блядь. Год 1124, осень, хозяин в доме. Дед покидает ваш дом вместе с твоим старшим братом Стефаном. Теперь нанятый... Нахуй. А? Пошел нахуй. Да, и заебал и так, да? Да. Теперь нанятые отцом учителя приходят только к тебе. Они скучным тоном объясняют, как правильно считать, как красиво писать и каковы порядки в блаженной Аркнийской империи. Ты часто отвлекаешься на игры с младшим Натанычем. Мисс Кузя, когда много говоришь, очень много воздуха попадает в легкие. Без старшего брата дома. Без старшего брата да, опять дома, блядь, да что ж такое. Без старшего брата дома становится слишком уж тихо. Через несколько недель... Через несколько недель семья получает от Стефана письмо. Дед определил его в пистон, блядь. В пансион. Для благородных юношей. Там он усердно готовится к дворянской службе. А типа в как его? Военная академия, типа вот это вот, в училище. Сержантско-прапорщицкую школу, блядь. Стефан Бранте. Порядки в пенсионном, блядь. Сука.
Пансионат, дом для престарелых, блядь. Порядки. Социализм произошел. Внезапно, блядь. Порядки в пансионе очень уж строгие. Тут шагу нельзя сделать без решения наставников. То зато я учусь среди равных мне. Нам объясняют, как себя вести в дворянском обществе. Обсуждают, обучают сражаться на шпагах. Это мне по душе. Джанни! Они на деревьях, блядь. Тачи патрон. Только одел сланцы. Вдруг полезли гуки. Отдав Стефана в пансион, дед вернулся в город и теперь живет с вами. Спасает только, что он часто уезжает по делам в Этерну, столицу империи. Ты однажды спрашиваешь матушку, где дед жил раньше. Она ответила: в Этерне? Но теперь его место здесь. Выгнали нахуй. Охуеть. Каждый раз, возвращаясь, дед отдает слугам новые приказы. В доме теперь постоянно что-то чинят. Комната за комнатой. Слуги отделывают покои деда, библиотеку, гостиный зал. Отец порой пытается поговорить с дедом. Зачем все время перестраивать дом? Но на что незаметно получает один и тот же ответ. На что неизменно получает один и тот же ответ. Грегор Бранте. Это мой дом! Я буду жить так, как полагается дворянину. Мне больно видеть белый свет, да? Лучше в полной темноте. И вот это вот все. Я, видимо, как... Да. Чтоб страной обошли. Мы этот прекрасный старый... это уже другая была. Прекрасный старый дом. Высокая гостья. В те дни, когда дед остается дома, ты стараешься как можно реже попадаться ему на глаза. Но от семейного завтрака отвертеться не получится. Кусок не лезет в горло. У матушки воспаленные красные глаза. Она снова ночью плакала. Дед сидит во главе стола. Раньше это место всегда пустовало. Грегор Бранте. Роберт! Твои младшие сыновья до сих пор не прошли первое причастие. Лидия Браданте. Господин Бранте. Пусть они немного поживут без удела. Они же... Грегора Бранте. Закрой рот! Роберт, твоя жена смеет меня перебивать! Еще раз такое повторится, будет жрать со слугами на кухне, где им место! Тебе нужно серьезно подумать о настоящем браке, Роберт! С женщиной достойного положения. Глория роняет вилку, дед смотрит на нее уничтожающим взглядом. Испепеляющим. Все, блядь. По щеке матери катится слеза. Отец смотрит в тарелку, сжимая кулаки. Грегор Бранте. Я говорю о баронессе Эль Лодар. Хороша собой чертовка. Вдова. Отличная партия. Судится из-за наследства, нуждается в муже и поддержке. Свою простолюдинку Лидию можешь оставить при себе, служанкой, приживалкой, любовницей. Мне похуй. Роберт Бранте. Роберт Бранте. Отец, я не пойму... Отец, я не пойду на это. Почти как Лукашенко, блядь. О, вот у меня карты тут. Я покажу, откуда нас готовилось нападение. Грегор Бранте. Я глава этой семьи. После твоей женитьбы на простой мещанке
Положение нашей семьи пошатнулось. Невероятно, как ты мог променять, блядь, инфаркт. Променять память о прекрасной Амалии Эльборн на эту низкую женщину. Почему так выделено получилось? Эльборн. Да еще и с незаконнорожденной потаскухой на руках. Но сейчас у тебя есть шанс все исправить. Не подведи меня, сученыш! Отец едва заметно кивает. Отец едва заметно кивает, стараясь не смотреть на матушку. Роберт Бороданте. Высокая гостья. Роберт Бороданте. Позволь мне увидеться со Стефаном, отец. Охо-хо. Гугашеньки. Грегор Бранте. Если меня удовлетворит твое поведение перед баронессой, вы увидитесь. Завтра же она придет сюда. Будьте готовы. Дед вытирает губы салфеткой, швыряет ее в тарелку и удаляется. Матушка беззвучно шевелит губами, никто не произносит ни слова. Отец встает и велит вам уйти в свои комнаты, ему нужно поговорить с матушкой наедине. Перед сном к тебе заходит отец, садится к тебе на постель, чуть поправляет шерстяное одеяло. Эта забота выглядит странной, отец отдалился от тебя после отъезда Стефана. Свет свечи выхватывает его лицо, полное горечи. Роберт Бороданте. Охо. Сынок, поедешь на войну? Поедешь в Лисичанск. Сын, завтра к нам в гости приедет баронесса Эмма Эль Лодар. Я прошу тебя вести себя с ней почтительно и вежливо. Натан возьмет пример с тебя. Мне нужно, чтобы вечер прошел образцово. Не подведи меня, братан. Может, и не подведет. Что такое? Ой, что это было? Что-то было, нет? Что-то... А, секунда. Вау! Роберт, ты так говоришь? Блять, это этот, что ли? Да. Вижу, 3-2 раз вижу, давай. Вау! Давай еще раз. Видимо, что-то это, либо это ОБС, либо это Donation. Да, спасибо за раз, два, три, 3-2 раз. Если 3-2 раз молчать, значит, все идет хорошо в стриме. Традиция, да. Вот, нет, ну, иногда он, в принципе, разговаривает. Иногда. Предлагаю минуточку обтекатель посмотреть, проверить, как он там. Да, надо вообще. Колян за колян. Гулянь.
Че бутылка? Предлагаю пока вдарить по панкреатину. Ваше здоровье. Пока Максим ходит, не могу же я без Лидии Бороданте. И Роберта Бороданте. Чекну, ничего и не упустил, блядь. Не-не-не, вроде ничего не упустил. Да, вроде все в порядке. То что-то Donation у нас сегодня как-то, ну, как обычно у нас через жопу работает. 3 часа стрим идет, между прочим. Чё за херню взад в чате хуячит? Киберконь какой-то. Очень странно. Максим! Приди! Зад хуёвничает. О чем это мы? Ждем Максима. Потому что нужен, собственно, напарник же, да? Максиму, напоминаю, Максим у нас озвучивает Лидию Бороданте и Роберта Бороданте. Всех остальных персонажей и повествования. Собственно, на мне, я не знаю, может быть, если вообще в итоге это как-то выльется в какую-то нормальную штуку, может быть, тогда ВКонтакте в аудиокнигу какую-нибудь делаем. Не знаю, Максим охуеет монтировать, конечно, но я сам охуел монтировать уже. Seven Sins. 2 года. 16 минут. А он там что-то спрятался, что-то ушел. Чё приходил, да? А. Нет, о, Осьотер. Фактически. А где у нас, интересно, бот проебывается? Прям очень интересно, где он проебывается. И должен каждое энное количество времени писать всякое. Например, как межгалактический осетр пьет винище. Все. Вот, блядь, что забыл? Короче, по поводу танков. Вообще, это не стримовый донат. Ну, да, ребят, всем спасибо, кто рублем поддерживает проекты наши, всякие разные на оба двух разных каналах. Вот. Спасибо. Записи, кто смотрит, это тоже очень помогает. Спасибо вам.
И в том числе как раз мне уже 3-й год. 2-й, да. Просили это вот у петушиной игре, блять, в этой ссаной 8.9 покатать. Покатаем, может быть, это будет не в формате стрима, может быть, это будет как-то в формате видео я это делаю. Вот. 3 боя, может быть. Ну, посмотрим. Пока, в общем, не до этого, пока всякого хватает. Всяких разных дел, и списочек в том числе я показывал, и чего всего. Пока ждем Максима. Устроим перекур. Небольшой, да? Почему нет? Чё, YouTube опять это мы... Ну, в принципе, монетизации в России все равно нет у нас здесь. Вот, она отключена. Вот, но он все равно говорит в наших видосах то, что видео не подходит рекламодателям. А каким нахуй рекламодателям оно может подходить, если у нас нет рекламы? Очень понятно. Ну, может быть, потому что я курю на стримах и... Такой Максим тоже, он пошел этого. Коляна колени там. Ему надо электроплитку, чтобы уголь разогревать. Чего нет? Прям как на месте поставил, подогрел в этот, кинул фольгу. И нормально. Так, а сколько времени у нас точно? Потому что у меня планшет что-то показывает 20 минут, а на самом деле 0:13. Сейчас я не знаю, может быть эту главу еще раз 4 часов дотянем. В принципе, сколько стрим-то идет? Смотрю. 3 часа 10 минут стрим идет. Ну, я считаю нормально, достойно. И даже детство не прошли. Ну, во-первых, мы первый час разглагольствовали обо всем и обо всяком. Да, Максим? Йоу. Да. Йоу, Нига. Чё? Закалянил Коляна. Почти. Я Чё я говорю, пропустил? задолбаешься в аудиокнигу это все выводить. Где-то не ёбнулись? Нет, еще. А ты прочитал это, да? Нет. А чё? Ёбнут? Нет, вот... А, да, Бронесса Эль Трахтар. Блять. А она приехала, что ли? Да нет еще. А чё хочешь? Ща докурю. А ты зачем в окно смотрел, ходил? Я окно открыл. Бля, мне тоже надо будет открыть. Мне тоже надо будет сказать в окно, говорю, блять. Открыть окно, ты тут дымил. Ладно, не выйти, когда открываешь. Не, москитка. А ты что, не снимаешь москитку на зиму? Не, Надо снимать, чем? чтоб не портилось. А мало ли птеродактиль, блядь, залетит какой-нибудь. Вот. Ядерный, блядь. И я снимаю. Ну, снимаешь, промываешь там в душе. И ты. Там столько говна выходит. Так я, когда, вот я летом промывал.
А я 2 раза перед тем, как ставить и когда снимаю, промываю. Еще как иногда, когда мою окна, могу промыть. Блять, я окно вот этим летом окна. Как окна? Здесь только в одной комнате помыл. Первый раз, наверное, за 2 года, блядь. А чё, у меня пиво закончилось? Надо за пивом сходить. Купи у холодильника. Окна? Купил пиво у холодильника. Вот смотри. Кто это? Кирсарарас Шошин Шушань Бань Хань Чань Чунь. Зари. Высылайте. Осеннее пиво на русском. Будьте ваши. Высылайте. Будьте наши спонсорами. Свяжитесь с нами. Вот, я ж не рассказывал, да, Максим мне тут этот смеситель присылал на кухню, вот, я менял. А там это, короче, ну, я с товарищем был, раскрывает упаковку, там эти, фараделла, вот, и дальше в мешок лезет, и еще фараделла, блять, она такая охуенная. Вот, даже товарищ сказал, это самая вкусная конфета во всей его жизни, блять, была. Ну, наши охуенно делают. Не, Акон пиздат, блять, Акон, свяжитесь с нами. Мы... Блять, ваши тоже. Да. Мы, короче, наладим с вами сотрудничество. Вот, оставили, блядь, пиздец, мы старый этот, блядь, смеситель, он прирос. В общем, его болгаркой нахуй спиливали, блядь. Потому что, блядь, ну пиздец, он, блядь, это гайка, которую внизу удержишь, ну пиздец, ну нихуя не откручивается. Короче, мы по-разному пытались. То, блядь, я снизу, он сверху, то, блядь, он снизу, я, блядь, как это по-гейски звучит, блядь. Ладно, у меня смеситель был. Потому что я себе поставил фильтр, и у меня в итоге другой смеситель еще с отфильтрованной водой. У меня без дела валялся, что договорились с Пашей, а у меня же смеситель есть. Я говорю, давай высылай, 800 рублей нахуй заплатил, что вкусно. 800? Я не считал. 800 тысяч. Ну, там за пересылку плюс пакет. Не считая конфет. Бля, конфеты у меня... Бля, у меня в соседнем доме магазин был, он закрылся. А там через дом, через 2 дома еще есть. Я вот последний раз туда сходил, а там вообще самообслуживание. Или хуй пойми, что такое. Там надо самому набирать, звать кого-то, там взвешивать вся хуйня. Я так и не понял, как там покупать. Я говорю, дай мне фараделла, вот это, целый пакет. Мне дали, пробили, я пошел оттуда. Нет, это заебись, и фарадел вкусный, спасибо, и смеситель работает, заебись, нормально, хоть крутится теперь. Смеситель охуенный, да. Да, спасибо, И я бы его не менял, если бы я фильтр не поставил. Крутится, вертится, блядь, и хоть нормально регулируется, то старый у меня там пиздец, стоишь, ловишь там, блядь, полмиллиметра вперед, полмиллиметра назад, то, блядь, кипяток, то ледяная вода, блядь. А это нормально, бро. А у меня все смесители хайба стоят. Что? Хаба-хаба? Хайба. Как там Ну вот коробка только не от этого смесителя была, потому что там другой нарисован был. я не знаю. Но с этим дали. Там, блядь, он еще так это отдергивается, когда напор включаешь, он такой, хуяк вверх, блядь, еще. Да? Да? Не помню. Чуть-чуть. О, блин, я покупал его, вообще у нас тут магазин есть такой, там женщина работает, но у него одна рука только.
как бы этого не видно, но как внимание обращаешь, что одна рука по цвету чуть отличается, и она ей не работает. Короче, там это имитация руки стоит. Киберпанк 2022. Такой магазин сантехники, я там унитаз покупал, шкаф это, что в ванну вешать, всякую хуйню, зубную щетку туда пихать. О, бля, надо не забыть, что с гантельками позаниматься, блядь. О, у меня мышцы болят. Да я сам, говорю, тут охуел. Вся спина, все эти что-то переусердствовал, блядь. А то не дурачабр, все дела, он, чтобы не дурачабрить, Сублимация, блядь. надо гантельки. А реально помогает, он там позанимался, все прошло. Это работает. Ну вот, и в итоге, короче, сидим, блядь, перекур устроили. Блядь, как он нахуй откручивать старый? И это Карифан говорит, блядь, он тебе нужен? Смеситель это. Я говорю, нет. Запихать даже, на всякий случай. Говорит, давай нахуй спилим его, блядь, болгаркой. Блядь. Я говорю, ну давай, блядь. Ну, говорит, спилили гайку нахуй снизу, блядь. Ну, поставили нормально. Заебись вроде. Работай. Вот у меня на как говорят, в ванне смеситель. Там, получается, переходник на сам смеситель с трубы закисший есть. Вот его хуй знает, наверное, вместе с трубой придется отковыривать на этот, как его, на полиэтилен переходить все. А, у меня пластик стоит. Вот надо, а у меня это алюминий, как его там, все, ну, хуйня. Ну, Деревня такая стояла, она, не знаю, лет 10 простояла, потом просто раскрошилась. только вот это подводка, ты же мне с подводкой прислал эти два шланга-то еще. О, это в комплекте шло. Ну вот, но они короткие, у меня я с своей подводкой остался. Только эти, как они? Резиновые эти, блядь. Как они? Прокладки только, прокладки только снял, поменял. Ну, они в комплекте шли, у меня по размеру было, а вот на ванне я смеситель на раковину менял. У меня один шланг с комплекта подошел, а второй холодной воды нет, мне пришлось в магазин идти. Покупать шланг длиннее. Ну, я потом поменяю тоже, потому что хуй тут хуй тучу лет, блядь. Хуй. Ну, пока прокладки, конечно, только поменял, а эти, блядь. Не знаю, надо сами тоже шланги. Они же со временем тоже это схаются, вот это вот все, блядь. Ну, наверное, не знаю. У меня сейчас вон родители в деревне кухни все перехуярили. Там на пол кухни эти шкафы всякие поставили. Там хер знает на сколько тысяч все это обошлось. Миллиард. Раковину нормальную, большую, раньше маленькая была, а тут уже сейчас современная. Это с отдельной, куда можно тарелку всякие класть ложки. Тема. С подсветкой. По-моему, там светодиодная лента висит, правда, уже желтит. М. Ну, хуйта такая. Так, что, идем дальше? Да? Куда? Вот военкомат. Как зовут? Ну вот. Надо бы. Как некоторые педики, блядь. Шо этот, блядь, уёбок? Обоссанец себя пяткой в грудь там бил, блядь. По контракту пойду, блядь, туда. Кому ты нахуй нужен, блядь, половина человека, блядь. По контракту Куда, пойдет, по блядь. контракту пойдешь, чтобы по контракту пойти, нужно, блядь, во-первых, хотя бы в армию отслужить. Вот именно что, блядь, либо... Во-вторых, блядь, здорово не надо. Не все служил туда берут. Да. Кому Ну, нахуй и там нужен, если блин? меня там в армию взяли, я
если попал в рэп, например, да, я бы уже там бы остался, если бы здоровье позволил бы, конечно. Но меня даже не призвали. Куда нахуй ты нам нужен? Ты, блядь, иди туда, потом туда, и вот там все, нахуй. Вот тебе военник, пизду я сюда. Меня-то, блядь, А вот там видео смотришь, и как рэп работает. Ебать там у них оборудование, я ебу, блядь. Вот там бы я послужил. меня-то сейчас, блядь, это сказали ожидать. Хоть и приходили, но когда я сам пришел, уже меня-то сказали, блядь, не взяли, сказали, подожди, вызовут, блядь. А тут этот и без всего собрался, блядь, куда-то коллега. Ну и пиздец. А тебя на медкомиссию, тебе скажут, Я вообще... пол ты нахуй. Я вообще хотел бы умолчать некоторые факты о своей, так сказать, в медкнижке. Но я не знаю, если они будут проводить какие-то комиссии, хуй его знает. Не, ну в работу во всяком случае полно, если хоть не где-то на передовой, то где-то. В армии есть что делать в любом случае. Да, тыл надо снабжать. Чтобы работать хотя бы. Вот, тем более, чё, говорю, у меня, блядь, полноценный военный кафедра, у меня воинское звание, блядь, я умею стрелять, знаю, блядь, вот эту вот всю кухню. Вот, и вот, видимо, поэтому и приходили, а потом проебал, короче, свою это вспышку, собственно. Ну ничего, подождем. Вот, ну, конечно, не факт то, что они меня застанут опять, когда будут, может, я опять буду спать или на этом самом, блядь, сидеть. Теперь первый раз будешь, блядь. Ну да. Там станка уебут, потом хули там. Кокос, наверное, свалился. Ой, ужас. Ну ладно. Каждому свое дело. Ну, вот. Кто-то сытся, блядь, где-то в каких-то канавах, а кто-то идет родину защищать. Слава орлам! Да, пожелаем нашим пацанам удачи. Вернуться целыми. И будем ждать своей очереди. Когда на следующий день матушка начинает одевать тебя и Натаныча, к сегодняшнему вечеру ты замечаешь вокруг ее глаз красноту. Она плакала долго. Тебе больно смотреть на нее. Натаныч тоже начинает хныкать. Хныкать, блин. Хныкать. Вас с Натанычем причесали. Нарядили в Чего? Нарядили в нойлики. Что у меня в голове, блядь? У меня какой-то альтернативный сюжет, по всей видимости, блядь, развивается параллельно, блядь. Вас с Натанычем причесали, нарядили в новенькие дублеты. Дубленки, что ли? Дублеты. Глории велели не показываться из своей комнаты. Отец выходит в своем... Ой, бедняжка. А? Чё? Бедняжка. Где? Сейчас поставится там пару раз. Чё? Отец выходит в своем лучшем наряде. Матушка в скромном темном коричневом... Все, я кончился, блядь. Матушка в скромном темно-коричневом платье, она бледна. Дед выглядит непривычно довольным. Лошадка. Этой стране нужен социализм срочно. Да, лошадка пробежала. Со двора слышится шум колес, кони стучат копытами, цокот каблуков. Пони тоже кони. В передней тишина. Под взором деда никто не осмеливается даже пошевелиться. Открывается дверь.
Вот эти звуки, блин, вот мне прям понравилось. Вот сейчас вот сколько мы 3 с лишним часа наиграли. Мне прям очень зашел такой формат, такой текстовая ролевуха, при этом там какие-то вот эти вот все звуки и все прочее. Блин, это прикольно выглядит. Это очень здорово. Причем разработчики, кстати, наша российская, это, русская студия. Господа, свяжитесь с нами тоже. Мы открыты к сотрудничеству и к этому всему. Ваши гости — красивая черноволосая дама в роскошном синем платье. Отец целует руку госпожи Эль Ладар, или Лодер, хуй знает, и рассыпается в любезностях. Дед широко улыбается баронессе. Матушку даже и не подумали представить. Грегор Бранте. Бля. Так он и сказал. Да я немножко это горло смочить этого. Баронесса, позвольте познакомить вас с сыновьями Роберта. А это Грегор. Это Грегор, да. Баронесса! Позвольте блять, инсульт. Сука, блять. Жопу свело. Баронесса! Позвольте познакомить вас с сыновьями Роберта! Перед вами Автандил и Натаныч Бороданте. Правда, внимание заслуживает главным образом старший Стефан. Но сейчас он учится среди юных дворян в Этерне. Надеюсь, однажды я буду также гордиться и младшими внуками. Блять, как будто на толчке сидит просто, блять. Что из него чужой, блять, выходит. На тебе испытывающий взгляд деда. Как ты покажешь себя перед баронессой? Признаешь ли ее право быть здесь, в присутствии законной супруги отца твоей матери? Любовно, блять. Тащи свиней. Люблю, поприветствую... люблю, блядь. Люблю, да. Скучаю тоже. Любезно поприветствовать баронессу. Ты подходишь к госпоже Эль Лодер и целуешь ее руку, подражая отцу. Уйти вместе с матерью. Ты берешь матушку за руку и вместе с ней покидаешь комнату. Сохранить лицо. Запас сил 0. Ты сдержанно... Да, туда-сюда, по-братски. Ты сдержанно представляешься госпоже Эль Лодер и не вмешиваешься в происходящее. Потребует, чтобы мать представили. Чуткость. Сейчас Требует, чтобы мать представили, нахуй, нам нужен социализм. Да. Ты требуешь от отца представить матушке как свою супругу. Требуем? Конечно. Фабрики рабочим, земли крестьянам. Пускай Крупская делает свое дело. Подражая отцу, ты аккуратно прикасаешься губами к пальцам баронессы. Она заливается смехом, будто колокольчики зазвенели у нее в трусах. Позади, сука. Позади слышны слабые всхлипы матери. Дед одобрительно кивает. Да погоди, я же это... Краем глаза ты замечаешь, как матушка бесшумно... Да подожди. Да подожди, так мы же выбрали, чтобы представили, что за херня? Я не видел. Краем глаза ты замечаешь, как матушка бесшумно поднимается к себе. Нет, это неправильно. Так не должно быть. Ты подходишь к отцу, поднимаешь на него глаза громко, так, чтобы все услышали, спрашиваешь, почему отец не представляет гостье матушку? Она ведь по всем законам его жена и ваша родительница. Молчание.
Матушка оборачивается на лестнице, на ее лице удивление. Отец выглядит растерянным. Натаныч снова начинает хныкать. Дед со скрипом сжимает на балдажник трость. Хоть не, Сдохни уже, блядь. хоть не свой, блядь, на балдажник, блядь, со скрипом. О, да, унижение, да. Надо подрочить, блядь. Это ты продолжаешь испытывающе смотреть на отца. Спустя несколько томительных мгновений он едва заметно подмигивает тебе. Отдергивает дублет, смотрит на гостью. Роберт Браданте. Роберт. Баронесса, позвольте представить мою супругу, Лидию Браданте, мать моих младших сыновей. Лидия, не составишь ли нам компанию за ужином? Чмоки, лавки. Лись туда-сюда, куни-лингусю. Грегор Браданте. Роберт! Да что ты творишь, сукин сын? Роберт Браданте. Отец, устраивать семейный ужин без законной хозяйки очага — это бесчестно. Хуил ты старый. Кунец. Мы тут социалистической республики строим. У нас тут СССР или чё, блядь? Отец твердым шагом подходит к лестнице и протягивает матушке руку. Та спускается, на ее лице впервые за эти дни робкая улыбка. Баронесса Баронесса презрительно поджимает губы. Наконец дед нарушает тягостное молчание, предлагая пройти в гостиную. Звуки вот эти прикольные, мне нравятся прям вообще. Матушка садится в дальнем углу стола, под предлогом, что ей нужно следить за Натанычем. Разговор за ужином едва клеится. Баронесса и дед обсуждают ее Баронесса и дед обсуждают ее вдовство и тяжбы с наследством. Отец и матушка молчат, но оба выглядят куда спокойнее, чем перед приездом гостя. О возможном браке никто даже не заговаривает. Как только за баронессой Эль-Ладар закрывается дверь, ты бежишь в свою спальню и закрываешь дверь. Мне кажется, тут, наверное, как-то некорректный перевод какой-то. Либо не очень грамотно писали, почему дверь. Почему тавтология такая, блядь? Но есть такое, да. В коридоре громыхают дедовы шаги. Он ломится к тебе, сейчас пизды даст или выебет. Пиздю, блядь! Пизду, блядь! Сейчас тебя сожгу. Охуел, блядь. Вот. Там это звук был. В дверь, блядь. Грегор Бранте. Щенок! Как ты посмел лезть в дела старших? Из-за тебя испорчен ужин с баронессой. Немедленно открой. Ты должен быть наказан, мразь! Ща, блядь, на страху понятно. Неожиданно дед замолкает. Ты слышишь... Умер, нахуй. От инсульта, да. Неожиданно дед замолкает. Ты слышишь тихий голос отца. Роберт Браданте. Как там? Роберт. Мы оба понимаем, что никакой речи о другом браке быть не может. Я уже женат, и этого не может. И этого не изменить. Прости, отец, но тебе придется это принять. Я прошу, не трогай моего сына, он лишь помог мне увидеть правду. Социализм, сука.
Дед в ответ только тяжело дышит, не находя слов. Ты слышишь, как старшие Бранте отходят от двери твоей комнаты. Кажется, сегодня тебя не будут наказывать. Банально. Повезло. Повезло так повезло. Дед уезжает в Этерну один. Через пару недель отцу приходит письмо от Стефана. Старший брат узнал о случае с баронессой от деда и теперь негодует на тебя и отца. Он пишет, что вы поставили под удар репутацию семьи. Вы лишний раз напомнили всему высшему обществу о браке отца с простолюдинкой. Социализм, сука. Отец задумчиво морщится, читая письмо Стефана, зато матушка по-прежнему светится тихой радостью от поступка отца. Или конца. От конца отца. Отношение -1. Неприязнь. Грегор Бороданте. Короче, Тебе скоро умирать, нахуй. мы его сожжем нахуй на костре, блядь. Печки. И нужно больше Грегоров. Запятнанная честь и репутация семьи. Спокойствие, единство. Это у семьи, да. Нормально. Идем дальше. Похуй нам при социализме, это не нужно. 11:25. Был на экране. Как там у пацанов это при революции было. У меньшевиков и у большевиков-то. У большевиков там это в этом здании, как его, где депутаты заседают, простые люди были. А у меньшевиков, бля, вот такие все. Да не в 1100 году же, блядь. Ну, блядь, чем раньше, тем лучше. Мир спасет социализм. Калейдоскоп. Отец начал раз за разом проверять твои успехи в учебе. Придирается. Если ты неправильно сидишь, не то ешь, не так говоришь. Однажды в сердцах он даже сказал, что многое бы отдал, чтобы вместо тебя в доме остался Стефан. Непривычно слышать от отца такие слова. Дед задержался в столице, без него дома даже дышится легче. Ты позволяешь себе корпеть над счетом и письмом. Не в своей комнате, а в гостиной, напротив открытых дверей да во двор. Да во двор, просто во двор. Сегодня тебе... Кончился опять. Заряд. Да. Сегодня тебе решила поставить клизму. Сегодня тебе решила составить компанию Глория. Она помогла тебе разобраться в паре сложных мест в книге, а теперь она крутит в руках твою ручку. Крутит в руках какую-то загадочную трубку. У тебя что? У тебя из штанов, бля. Ты спрашиваешь, не обижает ли ее отношение деда? Глория пожимает плечами. Глория. Дед все время говорит, что от меня нужно избавиться. Я к этому уже привыкла. Вам хуже? Вы его родня. Мне достаточно не попадаться ему на глаза. Сестра протягивает тебе трубку, которая все это время держала в руках. Которую. Смотри, мне подарили калейдоскоп. Хочешь посмотреть? Конечно. Хочешь пососать, блин. Ты с радостью закрываешь книгу и вглядываешься в отверстие калейдоскопа. В анус Глории. Калейдоскоп. Тебя завораживают угрозы, блядь. Тебя завораживают узоры и сочетания цветов, направляя трубку в разные стороны, ты каждый раз получаешь новую картину. У тебя был калейдоскоп в детстве? Нет. У меня была, блядь, какая-то трубка, ее типа, ну, она как типа подзорная, и на конце это, блядь, нахуйник, и ты его типа крутишь, и там это всякие хуйни. Листяшки, картинки там ее. Ебала та еще, блядь. Есть такая хуйня, да.
Огонь в камине оборачивается огненными всадниками. Они скачут навстречу неприятелю, и ты впереди. Линии складываются в лицо деда, и повтором калейдоскопа ты рассекаешь его мечом надвое. Теперь ты смотришь в окно на голубое небо. Перед тобой раскрывается бездонный океан, непостижимый и загадочный. Такой спокойный, мирный. Совсем как улыбка отца до вторжения деда. Сука, дед, блядь. Ебучий. Вероломно, без объявления войны, блядь. Пошел нахуй, женщина, нахуй. Сказать, что сдох. Сожжем скоро. Синяя глубина... Глубина же, да? Синяя глубина сменяется россыпью золотых фигур. От них веет теплом и нежностью, подобно материнским... Блять. Подобно материнским рукам. Мимолетная краса... Да что такое, блять? Мимолетная красота крошится и тут же образует новую гипнотическую картину. Снова складываются образы родных, наполнение влажными символами... Влажными, блять. Почему у нас какая-то суперсексуализация стрима, блять, получается? Ты пошлый, Паша. Да пиздец. Тебе на воздержание на пару лет. Да блин, Сашку пару недель не щупал уже. Снова складываются образы родных, наполнение важных... Блять. Снова складываются образы родных, наполнение важными символами. И в середине этого золотого свечения внимательные зеленые глаза Глории. Сестра давно ушла, а ты продолжаешь вглядываться в калейдоскоп. Забыт учебник, потерян счет времени. Из хаоса раз за разом рождается порядок. Но его не сохранить, как ни пытайся. Тебя охватывают противоречивые идеи. Столько всего можно сделать с калейдоскопом. Засунуть в жопу. Узнать, что у него внутри. Или член в него, что он хочет сделать, блядь. Расспросить про эту сестру. Более того, как его... Сестра... Как я Ван Лав, как это я забыл. Сестра его? Узнать у него... Узнать, что у него внутри. Расспросить про эту сестру. Продолжить любоваться его узорами. Но ты еще не закончил с учебой на сегодня. Что делать? Раздай калейдоскоп. Да. Сейчас будем инженерами. Запас сил 0. Смотреть калейдоскоп дальше. Ты продолжаешь играть с калейдоскопом, складывая из узоров воинственные картины. Вернуться к занятиям. Ну, не знаю. Я бы, конечно, разобрал калейдоскоп, что там внутри. Ты решаешь сперва закончить с учебой, а потом обсудить увиденное с Глорией. Ох, как вариант, конечно. Желая постичь секрет океана, ты разбираешь игрушку на части, блядь. Трудный выбор. Ну, либо разобрать, либо вернуться к занятиям, а потом обсудить с... Ну, я думаю, надо с сеструхой этот обсудить, что это за хуйня. Как нахуй разбирать это, да? Как построить нам социализм? Ты откладываешь калейдоскоп и продолжаешь штудировать книгу. Столько всего нужно обсудить с Глорией. Интересно, что в калейдоскопе увидела она, но сперва закончить с уроками. Отец заставляет тебя, блядь. Отец застает тебя за книгой и удовлетворенно хмыкает. Затем он замечает лежащий рядом калейдоскоп. Отец подносит трубку к глазу и замирает. Затем нехотя возвращает калейдоскоп на стол, хвалит тебя за усидчивость и уходит. Или хвалит, да похуй.
Ты заканчиваешь раздел книги и поднимаешься к сестре, возвращаешь ей игрушку и рассказываешь о том, что увидел. Глория с пониманием улыбается. Глория! Я однажды Чего? А я однажды увидела бал. Целый час просидела и глядела на него. Даже руки затекли. Вы расписываете друг другу увиденное, и ты чувствуешь необычайное единение с сестрой. Калейдоскоп удивительным образом соединил вас. Прямо как картинку внутри себя. Решительность, деятельный, запас сил, но все еще способен на поступок. Устал. Сталь. Искушение сладости. Приезды деда перестали вызывать панику, дома все привыкли к этому, из страшного события эти визиты превратились во что-то неприятное, но обычное, как заноза или грязь на штанах. Но напряжение не избежать, неприязнь деда ко всем домочадцам чувствуется кожей. Спускаясь по лестнице после занятий с учителем, ты замечаешь сестру Глоля. Глория прильнула, блять, сука, чё Глория прильнула к щели двери гостиной. Ты подкрадываешься к сестре и легонько трогаешь ее за жопу. Она вздрагивает. Глория. А это ты, автандил. Гляди, что дед кушает. Блять, человечину, блять. Скорее всего, что он еще... Похоже, да. Что он еще может жрать, блять? Я там не прощелкал. Дед восседает на диване, одной рукой он переворачивает страницы книги, а другой то и дело тянется к вазочке. Там фрукты в сахаре, сладость, запретная для простого сословия. Дед поглощает дворянское угощение, но на его лице ни тени удовольствия. Часы бьют 3 раза. Дед поднимается, убирает вазочку с фруктами на полку и выходит во двор. В это время он всегда совершает прогулку по городу. Глория пихает тебя локтем в бок, ты вопросительно смотришь на нее. Она глазами указывает на полку. Ты сперва пугаешься, но любопытство сильнее страха. Стефан хвастался, что засахаренные фрукты невероятные на вкус, а тут такая возможность попробовать. Ты берешь сладость первым, кладешь в рот. Сука. Сахар медленно тает на языке. Как сладко, ты никогда не ел ничего вкуснее. Ты достаешь всю вазочку и передаешь ее сестре. Она с благоговением подносит фрукт ко рту. Тяжелые шаги. По ступеням раздаются тяжелые шаги, которым вторит стук трости. Дед почему-то вернулся. Ты быстро прячешься за кресло, тянешь сестру за собой, но Глория стоит, застыв в ужасе, с вазочкой в руках. Дверь открывается. Грозный дед надвигается прямо на Глорию и хватает ее за руку. Сейчас отрубит нахуй. Тростью. Грегора Бранте. «Грязная неблагодарная шлюха! Как ты смеешь кусать руку, которая тебя кормит? Если бы не мой мягкотелый сын, ты и твоя мать проститутка прозябали бы сейчас в какой-нибудь канаве. Лишь дворянам дано право наслаждаться жизнью и есть сладкое. Забыла свой удел?» Дед наотмашь бьет Глорию по щеке. Сестра падает прямо у твоего убежища. В ее ладони растекается злосчастный сахар. Дед приближается, занеся трость, и тут видит тебя, съежившись за спинкой кресла. Глория. Дед, не трогай его. Господин Бранте, это все я, а он меня отговаривал. На скуле сестры наливается синяк, но это только начало наказания. Глория попалась с поличным, а ты нет. Ты еще можешь избежать кары. Грегор Бранте.
Пиздим деда, блядь. Надо. Ну так что, сопляк, ты брал сладости? А если эта дрянь говорит правду, и ты пытался ее отговорить? Почему нельзя дразнить деда? Ёбаный. А вот недостаточно что-то. Вот-то. Ты убеждаешь деда, что пытался отговорить Глорию. Признаться. А там что так, блядь. Ты Давай. сознаешься, что... Я ел эти Да. сладости. Я их сожрал, сука! Я повелитель к сладости, блядь! Ты встаешь и признаешься в своем проступке, с трудом выдавливаешь из себя, что ты ел сладости, а Глория успела только взять их в руку. Ты надеешься, что это защитит сестру, но ты ошибаешься. Дед багровеет от ярости, удары трости обрушиваются поочередно на тебя и на твою сестру. Устав лупить, дед бросает вас и уходит. Вы с сестрой и Ничков лежите на полу, боясь пошевелиться. В таком виде вас обнаруживает матушка, она лишь сокрушительно качает головой. Несмотря на побои, вас обоих тут же ставят на колени, заставляют снова и снова повторять заветы об уделах и о том, как важно их соблюдать. Перед лицом отца и деда вы клянетесь больше никогда не трогать то, что вам не положено. Отношение +1. Грегор Бороданте. И -1. О, нахуй, блядь. Пизды ему надо А дать. хуй сдохнет. Чуткость +6. Запас сил обессилен. А +1. Любознательный. +6, да. Надо поспать. А чё там дальше? После любознательного я не вижу. Прозорливый. Обессилен. Надо лечь, поспать, сохраниться, да? Родители с утра кружатся вокруг тебя и Натаныча. А когда тут сохранение вообще есть? Я не знаю. Родители с утра кружат вокруг тебя и Натаныча. Велят вместо завтрака помолиться, вымыть лица и руки и одеться в простые белые рубахи. Сегодня день вашего причастия. Опять пиздить будут? Натан Бранте. Матушка. Блять, я не знаю, как его бы. Матушка. Я хочу пойти во двор. Вот как-то так, наверное. Но он же пиздюк, типа. Лидия Бороданте. Лидия. Сегодня никаких игр. Ты и Автодил уже больше. Большие. Уже большие. Должны пройти первые причастия. Нельзя человеку жить без удела. Натан Бранте. Не хочу удел. Роберт Бранте. Роберто. Роберт. Слушай старших. Раз вы родились в простом сословии. Да. Раз вы родились в простом сословии, должны принять его перед лицом близнецов. Вырастите и оба заслужите другой удел для благородных. Революцию устроим. Родители усаживают вас в карету, Натаныч хнычет, хочется есть. Последним садится дед, придирчиво оглядывая вас с братом. Карета движется по улицам Анизотти с сыром, медленно, тревожно. И вот за поворотом оказывается громадное белое здание с двумя колоннами. Пришла пора впервые
пройти в храм близнецов. Вы выступаете под величественный свод храма. Зал строго разделен на две части. Одна с жестким ребристым полом в бурых пятнах, на второй же гладкий мрамор из камней. Вспоминай, куда нужно было идти. На одной стороне стоят на коленях люди простого сословия, на скамьях другой стороны выседают богато одетые дворяне и их семьи. Дед и отец оставляют вас и усаживается на дворянскую скамью. Матушка встает на колени на жесткий каменный пол на стороне простолюдинов. Она морщится от боли. Простое сословие должно страдать и в доме Вера. Вас же с Натанычем подхватывают служки, ваше место сегодня у алтаря. Женить будут, что ли, блядь? Педерасты! Сука. Еще и эти, как они? Инцестные педерасты. Ваше место сегодня у алтаря, вместе с остальными детьми, которых ждет причастие. Перед вами возвышается священник в черных одеяниях. В одной руке у него меч, во второй тяжелая плеть. Натаныч начинает хныкать громче. Ему здесь не нравится, он боится. Ты молчишь, но к горлу подступает неприятный комок. Первым на причастие поднимается маленький бойкий мальчик из дворянской семьи. Священник, протянув перед мальчиком меч, произносит слова удела. Отныне и впредь тот будет воевать, править, заниматься искусствами. Никакие страдания более не смутят его ум. Он дворянин. Мальчик с гордостью прикасается губами к мечу. Следующим будут причащать Натаныча. Младший брат вдруг начинает брыкаться и вырываться. Служка силой выводит его к алтарю и бросает ниц на щербатый пол с стороны простолюдинов. Из-под его коленей летят алые брызги, настолько зазубренные впиваются в колени. Натан Бранте. Не буду, Автандил, почему меня хотят бить плеткой, за что? Ты пытаешься прорваться к Натанычу, приободрить его, защитить, но служка держит тебя крепко. Чувство полного бессилия. Брат один на один со всем миром. Занеся плеть над братом, священник произносит слова удела простого люда. Отныне Натанычу уготовлена участь терпеть, работать и страдать. Будь упорным в труде и покорным воле правящих. И вот его первое подлинное страдание, которое следует принять с благодарностью. Свист плети. Правое плечо, левое плечо. От силы удара брат падает на землю. Священник говорит Натану подняться. Его дел получен. Натаныч с трудом бредет обратно к матери. Колени и ладони разодраны. Он сломлен. Твой черед. Ноги не слушаются. Ты с трудом бредешь к алтарю. Встаешь на колени. Чувствуешь острые камни под ними. Ткань одежды не спасает от порезов, кожа становится горячо. Служка насильно склоняет твою голову к земле, над тобой заносят плеть. Слова священника звучат теперь для тебя. Работать, терпеть и страдать. Таково твое причастие. Сейчас тебе нанесут священный удар. Первое истинное страдание. Ты примешь свой удел? Хуй там. Перехватит плеть, блядь. Как? Перехватить плеть? А тут... Поцеловать меч нельзя? Нет, там не хватает личности. Запас сил не хватает. Сейчас -5. Сюда плеть надо перехватить. Поднять голову тоже не хватает. Вот только смириться хватает и перехватить плеть хватает. Чего-то. Бунтуем, блядь. Да. Бунт! Нахуй. Революцион! Вива ля революцион! Свист плети. Ты вдруг выбрасываешь руку вперед и останавливаешь плеть. Кожаный хвост рассекает тебе ладонь. По руке бежит кровь, пропитывая всю рубаху. Священник в негодовании выдергивает плеть из твоей ладони. Тебя снова скручивают служки.
На этот раз тебе не позволят прервать причастие. Удар правое плечо. Ты стискиваешь зубы. Боль в спине почти не ощущается. Она вся сосредоточилась в рассеченной ладони. Второй удар левое плечо. Ты встаешь, пошатываешься, отходишь от алтаря. Взор на удивление чистый и ясный. Чья-то рука робко касается твоей. Это Натаныч. На его зареванном лице смесь недоумения и восхищения. Матушка. Натаныч, брат, мы свернем. Правительство, блядь, местное. Матушка подхватывает тебя и ведет наружу. Она отчитывает тебя, что ты не проявил должной покорности. За вами следует дед, покрывшийся багровыми пятнами. С тихой злостью он говорит что-то отцу. Тот лишь печально бредет к карите. Ты восстал против чьей-то могущественной воли. Тебе страшно, что в ответ эта воля однажды уничтожит тебя. Решительность плюс, чуткость минус. Упорный, но любознательный. Понимаешь? Ебать. Заебись. Охуеть. Причастие 1125. Ты принял свое первое причастие и получил удел простолюдина. Год 1125. Конец света. Конец детства. Следы от причастия заживают долго. Матушка говорит, это чтобы помнить об уделе. Страдания и терпение. Однажды Галория украдкой показывает тебе старый след от плети на своей спине. Они никогда не пройдут. Теперь ты принадлежишь к простому сословию. Это удел, с которым ты был рожден. Но отец не перестает повторять, что усердная учеба позволит тебе изменить удел и заставить и заслужить дворянство мантии. С теплотой и грустью вспоминаются дни, когда дома было спокойно, когда брат Стефан еще не уехал, а уехав, какое-то время слал тебе письма. Теперь он считает зазорным писать родственникам из простых людей. Матушка реже запиралась в спальне. Кажется, это было еще до рождения Натаныча, но самое главное, рядом не было страшной фигуры деда. Только после приезда деда, главы семьи, ты усвоил, какую силу имеет удел. В мире старшего господина Барданте нет тепла для простолюдинов. Или же весь мир таков? От этой мысли становится не по себе. Ты не просто стал старше, у тебя еще и появился младший брат. Ты узнал, каково это — защищать слабого. Ты уже не маленький мальчик, с каждым днем становится все меньше игр и все больше трудной учебы. От твоих поступков теперь зависит, какое место тебе будет уготовано в странном жестоком мире взрослых. Детство кончилось. Конец главы, блядь. Сколько там прошло? Ну-ка, Twitch, хуич, 4 часа. 4 часа 5 минут, блядь. Ебуч случай. Так, предлагаю посмотреть обтекатели и заканчивать. Надо посмотреть, да. Проверить.
Ой, блядь. Здрасте. Да, здравствуйте. Ой. Плеснуть отважного напитка. Ярсали. Что? Ах. Я покупал пиво, да, это А я в не знал про Разделухе. кареты. А? В Разделухе, говорю, покупал пиво. Там нет хмельного нормального пива, чтоб вкус хмеля был. Ну это пиздец. Я пью? Блять. Ах, вкус хмеля. Охуенно. Проебались 40 минут назад, донат был. И, видимо, не один. Это там. Донат греблет. Вот по этой причине не один. Спасибо, тракторист 5-го разряда? Серьезно? Нормально. Сейчас я обновлю это виджет. Видимо, что-то не дошло. Он, блядь, как-то через раз в последнее время работает. Он то, блядь, то пропускает, то не пропускает донейшн. Вот, и в большинстве случаев приходится вручную это делать. Так, сейчас. Тарист 5-го. Если под этим же ником, то найду. Блять, так это было 2 часа назад, нихера себе. Не пропустил тогда. Заходи. Сиськи, 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 сиськи. Пощупай. Пощупать чичи сиськи Максима? Соски в тиски, бля. Или чи. Не, я недавно гладил у любимой женщины, так что мне пока нормально. Вот именно любую женщину гладишь, а мои нет. Тугейс! Тугейс, да. Ты-то в нашу Московию не хочешь приезжать? В отличие от меня. А если приеду, Мы сделаем... Мы сделаем тугейс стрим, блядь. уж будем в говно тогда. Так, и вроде я ничего не вроде. Вот сейчас еще раз проверю. Вроде больше ничего не упустил. Two games. Да. Всё. Games. Вроде все нормально. Так, и того, к чему мы пришли? Two games. К тугею. Гейс, блядь. Тугейс. Важные события. А, так, сначала надо это. Конец главы. Блядь, за 4 часа мы одну главу только прошли, ты понимаешь? Ура! То есть это на стрим по голове, да? Проходить, блядь. А там сколько? Социализм трудно строить. А там, там как-то можно посмотреть это? А, тут 5 глав, получается.
Ты же вырубил впоследствии. Да. Я хуй пойми, зачем впоследствии показываться в РПГ игре. Вот есть хорошая игра, например, Atom RPG от многослойных этих самых разработчиков, которые был момент, то что они на своем сайте на выборе языка поставили флаг России как бело-синий белый флаг. Стоя пидеры. Ну, бля, и у меня была, конечно, мысль это купить Трудоград их, вторую игру. Хотя, хер знает, как это считать вторую. Можно ли считать это вторую игру? Может, аддон DLC какой-то. Но считается как отдельная игра. Но сейчас я никак ни за что не куплю эту игру. Ни Atom RPG, ни Трудоград. Пошли они нахрен своим бело-синим флагом куда-нибудь в Индонезию. Конечно, нормальные игры сделали, но пошли вы нахуй. Не будем ее стримить, да? Не связывайтесь с нами, блядь. Стримить можем, но покупать мы ее не будем. Ни за что. Кстати, у нас на сайте можно ее взять, streamcube.ru. Я помню, она была там. Ну, бля, Atom RPG я играл, вообще охуенная игра. Изометрия, пошаговая, то, что надо. В лучших традициях Fallout, да? Ну, да. Ну, в Fallout я, конечно, не играл. Бля, вчера обзор смотрел. Fallout первого. Поиграй. Не хочу Fallout. Я лучше в Atom RPG поиграю. Там поинтереснее будет. Я помню, что там всякие приколы наши местные. Там эти 3 долбоеба или каких. Это 3 балбеса были. Якубович там. Вся хуйня. Так, надо дочитать, наконец, эту главу. Конец главы детства. Ты уже не маленький мальчик, с каждым днем становится все меньше игр и все больше трудной учебы. От твоих поступков теперь зависит, какое место тебе будет уготовано в странном и жестоком мире взрослых. Детство кончилось. Мне кажется, это я читал уже. 1118 год по 1125. Ты пришел в этот мир. Какую жизнь ты проживешь в нем? Брат Стефан и сестра Глория приняли свое первое причастие в храме. Рождение Натаныч. На свет появился твой младший брат Натаныч. Твой дед Грегор Броданте вернулся в семейный дом из столицы. Ты принял свое первое причастие и получил удел простолюдина. Так, что там дальше? Решительность 4. Упорный. Любознательный. Любознательный. Важные события в жизни, которые произошли с тобой в этой главе. Личные качества, с которыми ты покидаешь детство, в конце главы отрочества они превратятся во взрослые качества. Упорный, любознательный. Запас твоих внутренних сил и число малых смертей, которые ты испытал. Эти качества даны тебе на всю жизнь. Запас сил обессилен. Смерти, не познавший смерть. Вот ни разу не сдох. Да. Браз. Продолжить. Я думаю, она сейчас 8 лет теперь ему. Прикинь, это он за 8 лет своей жизни, блядь, прожил. Потом мир, по-моему, восстание какое-то, блядь, машин. Ну вот, это самое... Социализм строить на конце Да. лет. Viva la Revolution. Сейчас она должна сохраниться, наверное, игра-то, да? Я рос и Ой. взрослел. За воротами родительского дома меня ждали школа, улица Доставка. и большой мир. Улица. Глава 2. Отрочество.
Возьмем сеструху и будем строить Да, государство. ты дала нам стимулы, силы. Ну, сеструха это самое, вот так вот. Блин, надо вот так вот. Надо, по всей видимости, пролистать, чтобы туда-сюда все было. Ты прожил на свете уже 8 лет. Чем ты старше, тем сложнее становится жизнь. В детстве были только дом и родные. Теперь твой мир растет. Это еще и окрестные дворы, соседские дома, улицы древнего города Анизотти с сыром. С каждым годом все тяжелее зависает мысль, какое же место в большом мире займешь ты. Едва ли кто-то еще в блаженной Аркнийской империи задается такими вопросами. Выбирать не во власти людей, их предназначение определяется тем, от кого они родились. Но странное происхождение дает тебе выбор. Отец дворянин, с которого стоит брать пример в делах долга и чести. Мать простолюдинка из мещан, образец смирения и терпения. А в небе днем и ночью горит полоса сияющего столпа, не давая забыть о духовной стезе. На твоей спине следы от плети, но согласен ли ты на всю жизнь принять удел простого сословия, трудиться и страдать? Или ты готов продолжить дело отца и деда, добиться дворянства мантии на службе империи? Ближе ли тебе слово близнецов и духовное наследие людей? Ответ лежит там, в большом и страшном мире, что ждет тебя за воротами дома. Там вопрос был. Типа, что ждет тебя за воротами дома? Вот это вот. Героин, пиво и водка. Пиво, водка или наркота. Та-да-дам, та-да-дам. События с семьей Бранте, которые могут произойти в этой главе. Твой мир растет. Так, это я уже читал, да? Тайна Глории. Ты узнаешь о тайном сообществе, в котором стоит Глория. Чё, это самое? Социалисты. Кружок марксизма. Туда, да, туда-сюда. Находчивость. Мохнатость. 4 условия. Позор Стефана. Ты раскрываешь запретную связь своего старшего брата Стефана Браданте. Благородство 4. Это нужно. Он, может, тоже решил, как его батька, просто львинку дать. Река крови. Ты становишься частью реки крови рода Бранте и навеки связываешь свою душу с предками семьи. Убить деда нахуй. Части дворянина. Наследие Натаныча. Твой младший брат Натаныч получает от тебя духовное наставление. Как-то так. О, отношения какие-то. Пока у вас ни с кем нет отношений, говорит. Вот события. Че, он 8 лет уже собрался, блядь? Что-то... Иди, сука, в песочницу играй, нахуй. Какие тебе, блядь, отношения 8 лет, блядь? 1126 год, пора уже, ёбаный рот, семьей обзавестись. Пиздец. События в личной жизни героя, которые могут случиться в этой главе. Дела сердечные. Ты испытываешь трепет первых чувств, условия. Познакомиться с девушкой. Откровение древа. Ты испытываешь откровение у священного древа. Условия. Озарение. Испытывать откровение. Спасение Софья. Ты спасаешь соседскую девочку Софью от малой смерти. Софья Крупская. Может быть. Твои личные качества в этом возрасте, от них зависят, какие поступки тебе будут доступны. Благородство, не знающее чести. Благородство твоих помыслов и деяний, стремление к идеалам дворянской чести влияет на то, что способен ли ты стать дворянином мантии и на будущее умения, необходимые людям благородного сословия. Находчивость, медлительный. Со слова пук.
по всей видимости. Быстрота твоего ума, способность оборачивать ситуацию себе на пользу, влияет на то, способен ли ты выживать без сословных привилегий и на будущие умения, необходимые людям низшего звания. Духовность, приземленный. Твое стремление к постижению тайн бытия, исследованию божественного в мире, в других людях и в себе влияет на то, что способен ли ты стать священником и на будущие умения, важные для людей духовного сана. Есть только инквизитором. Запас твоих внутри, да, это который на всю, да, понятно, минус, И чё он, блядь, сука, еще за сколько там, за 2-3 года не набрался силов? Что ли, каких-то, он до сих пор, блядь, обессилен? Че за херня? Я не спал ни разу. Не спал все эти годы, да? Раздел отношения теперь доступен. Раздел провинции теперь доступен. Раздел карта империи теперь доступен. О, смотри. Этерна, столица. Это мы потом почитаем. Анизотти с сыром. Сыр? Анизотти. Твой родной город. Провинция моя. А где тут Ленинград? Наместник герцог Мимилинат, патриарх Фома, власть -4. Власть наместника, церковь -4. Достаток Магры 6. Порядок 8, спокойствие. Ой. Ой. Власть и церковь нас не любит. Ой. Мы Сталин. Продолжить. Надеюсь, сохранится. 1126. Отрочество. 5, 8, 6, 9, 10, 5. 6, 8, 5 Полпять пятого утра. утра, вечер. Ты растешь, с каждым годом семья требует от тебя все больше. Нанятые отцом учителя не дают тебе выдохнуть. Твоя жизнь сейчас усердная учеба на благо твоего будущего и всего рода, Бороданте. Как сложно, я устал уже читать. На самом деле. Прошло миллиард лет уже, да? Нам надо пойти в армию. Определенно. Но не 8 лет же. Молодец там. Это в кадетский корпус. Потом типа какой-нибудь суворовской. Не, это, знаешь, этот кадетский класс надо идти, типа в школе потом. Это после 9-го, по-моему. Сейчас кадетские классы, кстати, в школах начали вообще чуть-чуть ли не везде Вот. делать. А потом, после кадетского класса, ты идешь в военное училище, а потом можешь пойти в какое-нибудь суворовское училище, блядь. Что-нибудь так. Или не суворовское, какое там высшее? Высшее учебное заведение, блядь. Ну, высшее учебное это уже после совершеннолетия. Ну да, ну ты же сначала вот училище военное, а потом уже в этот институт военный или как там. Академия. У Военное. меня товарищи учились в военном училище. Ну вот. Было такое дело. Они после школы там были. Ну, а после этого ты можешь еще дальше пойти. Ну, тебя сначала засунут по контракту лет на 5 в какую-нибудь, на Дальний Восток, в какую-нибудь часть. А дальше я не знаю, что там. Как. Вот есть такой автор, можно сказать, Андрей Загорцев. Вот его книги я читал. Вот его, точнее не книги, он что там писал, и из его рассказов сделал книги, вот
После этих книг у меня вообще желание отбилось что-либо читать. Это настолько охуенно. Он, получается, что Советский Союз там служил, потом в училище был, потом в Чеченской воевал. Это настолько охуенные рассказы и настолько охеренно написано, что вообще любое желание отбивает читать какие-либо книги. Не, ну книги-то надо читать в любом случае, всякие. Просто времени нет. Вот это охуенные рассказы. Там про учебу, про службу, про учебу, потом про чеченскую войну. Это стоит почитать. Андрей Горцев. Да. Запоминайте, читайте. 4,5 часа стрим идет, кстати. Столько и надо стримить. Минимум. Ну тут игра такая. Читать, например, водки летчикам не давать. Где? Это Андрея Загорцева. Э, Охуенный рассказ. Я, Знаете, почему водки летчикам не надо давать? я не читал так. Я еще начинал читать что-то там про акулу. О, Как кислотный называется диджей. акула? Короче, про подводную лодку там. Что-то потом забил на это все дело. Но было интересно, то, что я прочитал. Ну, думаю, после Украинской войны тоже появится много интересных книг. Ну да. Читайте, интересуйтесь. Кто-то, может, и сам посмотрит, поучаствует. Надо будет, поучаствуем. Хотя бы в тылу, если здоровье не позволяет. Потому что как бы наша страна отстаивает свои интересы. Тем более то, что вновь приобретенная территория Новороссии, это богатые регионы на добычу. Некоторые материалы, которые у России не было, например. Тот же рынок лития, например, как перспективный приобрели. Я точно не знаю, приобрели ли литий, где у них находится. Ну, например, то, что было про железодобычи в Украине, намного превышало добычу у нас в России. Это в одном каком-то регионе. В сравнении со всей Россией. Это богатый регион. Нормально. Уже газ. Там как бы много залежей сланцевого газа, а все-таки добыча сланцевого газа это очень губительно для природы. Кстати говоря, у нас это ученые, знаешь, что сделали? Что-то доказали? Как британские? В полный цикл производства атомный реактор запустили. Ну, точнее, полностью испытали. То есть у тебя атомный реактор без отходов будет. Это полностью использует ресурс урана. Не 238, а 235, по-моему. То есть не будет там ядерных отходов, которые надо захоранивать. Да. Как бы огромное значение имеет для мирного атома.
атом. Мирный атом, да. Чё, будем закругляться, наверное, потихоньку? За мирный атом. То надо это. О. А? 2:36 всего. Надо еще полчаса. Зачем, блядь? Какой 2.36? Ты где там 2.36 увидел? Ой, 4:36. Вот, все, хватит. Я там еще срежу минут 10. Сейчас поговорим про мирный атом. Почему, например, на Фукусиме была авария? Потому что они пиндовскую систему использовали, а не советскую. Точнее, российскую, которая намного сильно развилась с опытом печальным. Я просто уже докурил почти. Я нет. Ты еще полночи будешь его как колени. Вот докурил, закончил. Переходи на электронки. Понял. Не, нахуй это сосально. Ну, это лучше будет. Чем? Легкие прочистятся. Они уже ничем не прочистятся, блядь. Вот у меня батя курил, хер знает сколько лет, 30, 40, не знаю. Короче, еще с подростка курил. Вот как после операции он перестал курить. А до этого он, блин, каждое утро там кашлял, не каждое утро, а каждый вечер кашлял. Бросил курить его. Вообще там вкусы начал чувствовать. Правда, после операции у него запахи пропали, потому что операция на мозгу была. Вот, запахи перестал чувствовать, а вкусы, наоборот, усилились. Ну, это, конечно, то, что запах стал чувствовать, понятное дело, вкусы усилились, но некоторые вкусы вернулись. После этого стал курить. Я ж не только сигарет курю, если вы понимаете, о чем я. Бросать надо. Готовиться. Ронин защищать. Уже готовимся. Тягаем всякое. Железо. Я надеюсь, скоро закончится, да. Вся эта хуйня. Как говорится, братоубийственная война. Как бы они не говорили, что они братья мы, но, блядь, кто сказал, что между братьями должно быть обязательно охуенное отношение? Между братьями может быть хуевое отношение, но все равно они будут братьями. Как бы, сколько там? По-моему, третье по количеству населения, третье по значению, это украинцы у нас в России. На Украине воюют за нашу сторону тоже украинцы. Не надо это забывать, что мы все-таки один, все-таки народ, несмотря на то, что кто там говорит. Украинский язык это не украинский язык, это диалект русского просто, блядь. Если так на секундочку. То есть так начать думать, то и польский, не польский язык. Ну да, тоже диалект. Это славянский язык, то, что ты понимаешь, то, что они говорят. Там, если некоторое время послушать, то ты уже полностью будешь понимать. Диолектус. Славянский. Сказать, блядь. Я вот, например, у меня родной язык все-таки не русский.
Я помню время, когда на русском вообще не разговаривал. Ты там вообще на Да. своем, на мордорском каком-то разговариваешь, на эльфийском, блядь. Я разговариваю на чувашском. Это тюркский язык. На финно-угорский, как там, хуй пойми. И на украинский? Финно-угорский. Единственный из своего семейства выживший. Вот тюрки это выходцы из... Ну, рядом с Китаем, там, территории. Ну вот это, пиши гайды по этому, по языку. Территории переселенцев, которые за 3000 ЛДРНР. моложе. А? Кого? Кого? ЛДПР. ДПР, да, Жириновский умер. Пиши гайды. Жаль этого по добряка, языку. да. Некас, спасибо за 456,99 внезапно. А, ЛДНР, да. Л- Наша новая территория. ЛДРНР. Не, это этот... ЛТНР. Элтон Джон. Любовь, деньги, рок-н-ролл. Это ЛДНР. из этого. Из этого бесконечное лето. Из этого цикла. Будет. И любовь, деньги, рок-н-ролл и бесконечное лето. Я даже вот все тут и пионерский галстук прикупил. А у тебя есть рубашка? Ну, у меня белая футболка есть. Это рубашка. Рубашка у меня есть светлая. шортики. Шортики никто не увидит, но у меня есть это какое. Ну, светлая рубашка есть, но есть белая футболка, поэтому я думаю, сойдет и белая футболка. Так что Вот. да, будет. Да. Походу у нас сегодня наполовину духовный стрим, я даже эту пентаграммочку нацепил на футболочку Нирваны. Вот тюрки, да. У нас вот у Чуваши есть побратимский такой народ. Турция называется, страна точнее. Побратимы. Я же знаю, какие там привилегии давят, там всякая хуйня, вся политика. Это как бы один и тот же народ, или те же Молдовия, или хуй пойми, как называется, гагаузы. Вроде они наши, но я могу ошибаться в этом. Вот у меня, получается, родственник, он оттуда. Получается, что-то у нас приезжал, что-то говорит, вы на гагаузы, бля, похожи. Иди VP. Да? Чё, заканчивать будем? Да, зачем? В смысле, зачем? Давай до 3 часов сидим. Попиздим. Это долго. Хули ты же немец. Чего? Сейчас поговорим про расовую принадлежность. Належь здесь? Про туда-сюда. Ты любишь сосиски? Я тут отварил сосиски он вчера в ночи. Пюре и сосиски положил в контейнер. Кошка открыла контейнер, спиздила сосиску, блять. А тебе рассказывал, как я пюрешку готовил последний раз? Нет? Я, короче, толкушку сломал. Нахуй ты ее так пиздил, блять? Я хуярю, потом все закончил, думаю, надо все заканчивать. Отряхиваю пюрешку прилипшую. У меня толкушка, блядь, сломана. Она, короче, на точной сварке была прихуярена, она отвалилась, точная сварка. Ты ее сам, что ли, варил, блять? Нет, если бы я сварил, она бы, блин, еще моих внуков перешла.
Жалко толкушку. Как мне теперь переготовить? Пюрешку сделал, поливку сделал. Из жопы свиньи, которую пришлось в перекрестке покупать задорого. Потому что, видите ли, после работы, где дешевое мясо, оно не работает. Рынок. О, вон оно как. Обычно я гуляш готовлю из утки, но в этом году утки не пошли. Нихуя. Там 8 утят или 10. По-моему, 8 утят всего. 40 маленьких утят. Та-та-та-та-та-та. Короче, яйца спиздили в начале лета кто-то. Что-то. Диверсия. Хуй знает что. Крысы, может быть. Они могут спиздить яйца. И вороны еще пиздят яйца. Соседи еще могут пиздить яйца. Не, соседи им не надо. И дела с утками. В этом году хуёво все. Надо супрастинини выпить. Блин, вот у меня аллергия прошла. Как-то. А потом я прививку сделал, и опять началось. Это все на прививку, аллергия. Нехуй делать. Нехуй прививаться, бля. Лучше сделать, все Зачем? нормально. Мне нельзя. Или ты так думаешь? Просил бы у терапевта, сейчас тебе лайт-то бы запихнули там. То нормально было бы. А я, блядь, 2 раза сделал прививку в очередной раз. Ничего, сделал нормально. Правда, я уже по опыту на следующий день на работу не ходил, а то в прошлый раз, когда первый раз сделал, на следующий день 2 раза уже после 2 прививок сходил на работу. Приходишь на работу, не, ты просыпаешься, все нормально. Идешь на работу, бля, приходишь бледный весь. Я в этом году уже чисто по дрых там спал весь день. Не, он, хотя Сашка, он прививается. Ну, правильно делает. Ну, у нее сахара примерно такие же, как у меня. Я не знаю, как это у нее так все ловко получается, блин. Вот, но Ну, я не вас, хочу. перспективе сладкая семейка, да? Наверное, не знаю. Все неоднозначно. Пиздой привелся и нормально у него. Вот у меня родители-то переболели, когда только это началось. Ну, не когда это началось, а получается зимой. Началось-то осенью или летом. Не, весной началось. Ну, у нас в стране. Это жесть. У меня мать-то более-менее нормально переболела, а вот батя, да. Ну там что-то дорогостоящий укол ставили, то все прошло. А он месяц в деревне жил, корову доил. За титьку дергал. Да не, у нас аппарат. А доильный. чё за титьку-то? Бля, и мне как не привычно за титьку дергать, в конце просто руки отваливаются. Когда аппарата не было, у меня просто хуяришь там, не знаю, раз в год, например. У тебя руки просто отваливаются потом. Тебе надо вот так сиську взять и сжать, и вниз. Это молоко, то, что там в сиське, направить. И вот этого доения у тебя потом руки просто отваливаются от непривычки. Выход один. Всем надо солидаризироваться. Всем Потом я в минус 30 молоко сдавал. Короче, понимаю, молоко, оно чуть-чуть мне полилось. Все замерзло, блядь. Ну, фупайки. А чё, родители выбрались?
из ковид-центра. Нормально живут. Правда, последствия есть, конечно, да. Я хуй знает, как я не отъехал за все эти годы ковидные, блядь. Вот, особенно за последний этот год, блядь. Вроде постоянно в Москве, У нас- блядь. Нас даже это в Роспотребнадзор тревожил это мастерской. Типа, почему у вас нет журнала, уборки там, измерение сотрудников, вся хуйня. Потому что они пидоры пожаловались. У нас был конфликт там один. Ну, клиент, все дела. Ну, кто работает с клиентом, тот меня поймет. Вот они, короче, пожалуйста, в Роспотребнадзор, типа, вы это проебали то там. А потом еще, типа, у вас антисанитария в мастерской. Пошли вон нахуй, сука, пришли. Что там, ой, у вас там нет такого журнала, и нет доски этого для клиентов, там, где книжка по этому Воинскому учету. потребителя. Как называется? Короче, книжка потребителя назовем. Где его право написано. Нет, книг жалоб, вся хуйня. Ну, там хуйня купили, поставили. Без жалоб, нормально работали. Да. Он что, привился нормально ходит? Нет. Не, ну сейчас может забирать, когда будут, может и привьют еще, блядь. Да. М? Там прививает. Даже когда в армию призывают, там вас отправляют на прививку. Ну, значит, придется привиться, блядь. Ёлки. А прикинь, ты призовут тебя, да, и ты там всех заразишь. Поэтому надо прививаться. Ну, значит, привьют. Уже, блядь. А там уже как Родина прикажет. Ждем. Че? Надеюсь, в ближайшее время закончится эта хуйня. А чё, сходил бы? Ну, надо будет, сходим. Чё? Не бежать же в Казахстан. М? Не бежать же в Казахстан. Ну, это да. И не отсиживаться, блядь. Как всякие пидорасы, блядь. Где-то в лесах. В канавах. Ну, блядь, Сав, пошли нахуй. Чё? Вон там сейчас же это... У всяких блядей, то есть блогеров закупается вся хуйня. Не ходите в военкомат, вас там убьют. Вы там умрете, вся хуйня. Ага, прям в военкомате, блядь. А вот эти пидоры, которые блогеры свалили, да, и не только блогеры. Вот нас заберут с тобой, да, если когда надо будет. Вот они потом вернутся и будут тут хуярить. Дальше зарабатывать бабки. Надо им Вот это вся въезд, блядь. проблема. Надо въезд в страну запретить этим уёбкам, которые свалили, да и все, блядь. О, видели, у нас не Советский Союз, демократия, вся хуйня, блядь, хотя уже давно понятно, демократия не работает.
Хотя у нас как бы старается власть найти такой баланс между социализмом и демократией. Ну, посмотрим, что будет. Была бы моя воля, блядь, я бы вот этих всех дезертиров, сыкунов, блядь, ныкающих, я, блядь, просто к стенке нахуй ставил. Нахуй они нужны, только, блядь, разлагают. Тюрьму, бля, пускай форму шьют. Да и, Как блядь, толку-то Навальный, от них, патриот они-то... России. Толку-то от них только дезморалить всех вокруг будут и, блядь, и разлагать общество. Проще... Вот поэтому в тюрьму пускай работают. Так там они тоже дезморалить будут в окружающих, блядь, всех. Пускай посидят в одиночке, блядь. По американской системе наказания. Проще нахуй расстрелять, блядь. Ну, на казни у нас все-таки мораторий введен. Что, кстати, в Донецкой Да, там разрешено все. республике нету. У нас все-таки мораторий введен, а не запрет к смертной казни. Что они требуют в конституционных там выборах провести, чтобы разрешили казнь. Просто президент нашей страны может там через что-то там, хуй пойми, это разрешить делать. Если военного положения не будет, надо будет. Вроде как бы получается, как субъект, то, что вошедший в Донецк, там вроде все еще разрешена смертная казнь. Но это не точно, это надо сидеть, смотреть статьи, Конституцию изучать. Да. Не вот этих вот, блядь, всяких, которые там пяткой вдруг в грудь себя бьют. Как он тоже у одного товарища там мобилизация началась, там у них чувак на работе. Сначала, блядь, все это что-то бегал, суетился, типа, мобилизация, туда-сюда заберут, а потом как к нему подошли, поговорили, типа, ты чё, блядь, совсем что ли это... Опидарел, блядь, как Этин в Грузию собрался. Он сразу переобулся, типа, да я за родину, да за вот это вот все, блядь. Ага. При первой же возможности, блядь, свинтит куда-нибудь. И этот, вон, блядь, петушара, говорю, не половина человека, блядь. Хотел бы, блядь, кто его возьмет пизду, блядь? Как бы не отлично будет сказано для нашей страны, если вас призывают, не хотите, и, блядь, ладно, блядь, косите, но хотя бы поддержите на страну налогами, тоже не сваливайте. Это все поможет нашей стране. Солидилизируемся все, блядь. Все, короче, нужно сплотиться и идти в военкомат. На производстве можно работать. Потому что тоже, если у вас есть военник, можете посмотреть, там есть графа такая про мобилизацию есть. Военная служба, а есть еще гражданская служба. То есть вас могут направить на производство, например. У нас в стране, например, не хватает беспилотников. То, что в производстве, оказывается, нет у нас беспилотников, только запустили. А чтобы это производство развить, надо пару лет как минимум. Про мобилизацию это же отдельный розовый вкладыш такой, он у меня есть. Вот я вообще должен был явиться, наверное, скорее всего, когда это какого мобилизация типа начала. У нас нет понятия такого, как частичная мобилизация. У нас есть понятие как мобилизация, как в законе, конституции, вот в этом вот всем. Вот, и то есть, по идее, я уже сразу должен был по предписанию мобилизационному явиться в часть. Сейчас мобилизация, она много отбилась чисто по добровольцам. Что там сегодня, точнее вчера, Путин заявил, то, что 200 тысяч
просто набрали пока что. Ну, видимо, где-то не набрали. У нас, видимо, набрали Ну, какой-то. немало народу еще вернули обратно по долбоёбства военных комиссариатов, руководителей. Ну, у нас, видимо, квота какая-то была набрана, потому что вот когда я ходил, ну, блядь, недаром же мне сказали, типа, пока все, блядь, ожидай вызова. Значит, какой-то этот, ну, лимит набора исчерпан был. Если вас зовут, и вы настроены идти, смотри внимательно, что вас не заставляй подписывать контракт. Потому что, чтобы у вас была именно печать, то, что вас мобилизовали. В военном билете было написано мобилизован. Потому что по льготам и по денежному вознаграждению это намного выше, чем у контрактника. Я не знаю, я вот, допустим, для себя, как бы, сейчас, ну, мне пока сказали ожидать, вот, если, ну, когда еще раз вызовут, вот, если по мобилизации, там, по каким-то причинам, может быть, по здоровью не буду проходить, если предложат контракт, а такое практикуется, я буду подписывать контракт. Кирина, по контракту тоже свои требования, потому что М? у контракта свои требования по Ну, здоровью. может быть, туда тогда, не знаю. Он пацаны, то, что срочку, например, отслужили, они по контракту, то, что хотели остаться, уже по здоровью просто не проходили. Ну, будем посмотреть. Ожидаем вестей, визитов, повесток и всего этого. Вот у меня товарищ еще в марте погиб на Украине. Десантник. Такие дела. А я его и видел последний раз. Он еще в армии даже не призывался. Ну, лет 17, наверное, было. Был-то, блядь, 10 тысяч лет назад, нахуй. Ну, молодой был, лет 19, наверное. Те школы сейчас пытаются патриотические какие-то там хуёмбулы проводить. Да пускай эти, как они, блядь, уроки ГО, гражданская оборона-то, блядь. Чё? Ну, как минимум, сейчас там в школе открыли парту. Герои, например. Типа там, что там, его фотки-то наклеены, вся хуйня. Там видел в новости ВКонтакте, там пацаны что-то репостили. Короче, теперь развивают то, что проебали в свое время. Да. Так, что там по времени-то уже, блядь? Сколько стрим-то идет уже? 5 часов, ёпт. Все, пора. Связывать. Туда-сюда. Да? Наверное? Хуй знает. Может быть. А может нет. А может да. А может пошел и нахуй. Все. А то я в Яндекс не залью это. Какой Яндекс. Ну или в Зен. Зен пошел он нахуй. Обрезать все это дело. Зен идет нахуй. Зен пошел в жопу. Вместе с Яндексом, да. Яндекс. Не знаю, что мы можем сделать когда-нибудь. Да. Я Яндекс я люблю. Как бы это с года хуй знает какого.
когда я начал только фотошопом заниматься чисто по поиску картины. То, что Google он мне какую-то хуйню выдавал, а Яндекс мне какой-то нормальный результат и удобную навигацию выдавал. Так, короче, что делаем-то? Хожу я из вот этого вот всего. А, вы уверены, что хотите выйти в главное меню? Ваша игра сохранится автоматически, вы сможете продолжить ее с последней сцены. Хорошо. Ой. Все. Выход. А если продолжить игру, что там? Я не знаю, я вышел уже. Ой, ебать ты. Чучель. Оно сместилось. Куда? Штука. Стрим специально. Пентаграмм. Вот. Чё, господа, всем спасибо за донаты, всем спасибо за поддержку. Спасибо, что смотрели нас на 1, 2, 3, 4, 5 площадочках. Streamkub.ru. Там ребятам тоже огромный респект. Спасибо господам, кто уже посмотрит этот стрим в записи и за последующую поддержку. Да. Господа, вы самым очень поддерживаете наш проект. Увидимся, наверное, на следующей неделе уже. Завтра воскресенье? Суббота? Завтра, в субботу, может, в принципе, воскресенье, как вариант, но я не знаю еще, буду ли в городе. Не, ну можно, в принципе, что-то в воскресенье придумать. Я не знаю, если Максим будет во что-то играть. Ну, можно того же глиномеса захуярить. Ну, Давно я не играл просто в глиномеса. посмотрим, в общем, что будет. Вот. Шуша, лучи вот этого вот всего скучают уже по тебе. И... Вот так вот. А? так Вот вот. так вот, да, Максим показывает. Отлично. Вот. Ты а можешь Sleeping Dogs? Лучше Sleeping Dogs, наверное, да. Его еще больше я не играл. Со Sleeping Dogs, да. Ну, давай, если я не поеду в деревню, тогда давай точно Sleeping Dogs давно не было. Вообще и со Сан Андрес тоже давно не было. После Sleeping Dogs San Andreas поиграешь. Сан Андрес это потом. Со Сан Андрес на следующей неделе. Да. В общем, господа, да, я все сказал. Да? Мне надо что-то сказать. Да. Дорогие друзья, Идите в военкомат. это непростой год. Мы прощаемся с вами. Желаем вам всем удачи. И еще раз удачи. Все, всем пока. Все, до следующего стрима, господа. Пока-пока. Sleeping Dogs. Dogs, да. Быстрее. Как там? Улекс. Улец. Хуямба. Мамба, мамба, хуямба. Нет, там как песня была там? Типа Хулец. Это докаут или как там? Once Dogs. Догис, да. Это про каца какого-то. Он засунул собаке ногу в жопу. Не знаешь, почему кац ебет собак? Нет, я понять не имею. Вот, тебе везет, ты не знаешь, что такое кац. А, я не знаю. Невезучий ты человек, ебаный рот.